Kisses. We're good at many things, but no one makes us like this. Здорово. Так. Kisses. We're good at many things, but no one makes us like this.
Ладно. Я тут. Привет, Гудзон. Какая-то сука стучит по батарее все время. Спасибо. Забыл пообедать. У меня почему-то не работает. Опять 25. А у меня вроде бы зашел. Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Давай Спасибо. посядем на секундочку. Да, блин. Ты вернулся? Ты пытаешься всех нас пристыдить?
Я не против. М. До встречи. Отлично. Доступен новый заказ. Принял с электростанции. Ха, даже не представляю, как это сложно. Спасибо. Точно по расписанию. Супер, более чем достаточно. Не зря тебя называют легендой. Б. Anything you need. Музыка. Я не знаю, кто сделал бы больше для объединения и для помощи людям. Сложно поверить, что ты один. Мне кажется, что великий доставщик — это небольшая армия. Потому что если кто-то попал в беду, ты всегда приходишь на помощь. Думаю, что ты и правда сможешь добраться до побережья. Удачи. Я буду болеть за тебя. Болельщик. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, Переработка. 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 Ага. Благодарю. А, у меня ботинок вообще, типа... Так, надел. Используется. А те ботинки, которые сломаны? Так. Ну, надо отдохнуть в помещении. Сэм, мы высоко. Блин, даже одежду не снял. Говночист вернулся с работы. Так, надо кал. Надо мочу. А, ну это я обязательно должен смотреть, да?
А почему с кровью? Не понял, я чё, кровью ссусь? Сэм, как ты мог заметить, в твоей моче иногда присутствуют следы крови. Не знаю, от усталости это вследствие травм или по другой причине. Кошмар. Зато я могу сказать, что экс-гранаты с таким содержимым, скорее всего, будут иметь больший эффект. То есть мне стоит Пока радоваться. что я решил назвать эту модель 1+. Попробуй применить ее против твари в следующий раз. И если такое будет и дальше, желательно показаться врачу. Не, ну, блин, а можно сходить в душ? Да, я понял. Я понял. Он говорит, душ принять хочу. Блин, можно... Как же они жестко показывают голое тело Нормана Ридуса. Пропаганда ЛГБТ запрещена в городе. Точнее, ну, в России, если что. Ремарочка. Небольшая. Получено лайк. Да, радую себя как могу. Все, нормально, нормально. А это уже было. Только один шанс на фотку? За действие. Ну все, ладно. Так, ну, надо жестко энергетику попить. Че говорит? Не-не-не, слишком много. Но я выпил до хера, и, наверное, могу сходить в туалет. О, ну да. Я снова обмочился кровью. А чё нет-то? Я типа на дверь указал, поэтому он говорит, нет? Качество прежде всего. Сэм, как там твой ББ? Надеюсь, автотоксемия ему не грозит. И вот еще что хочу спросить, как у тебя с оценками доставки? Сейчас с грузом аккуратно. Лайки.
Потерянный груз. Помнишь? А что, я на это могу ответить да, нет? Или он просто принялся? Охереть можно. Блин, вот это обучение, так обучение, да. Посмотри. Вот так выглядел мир сотни миллионов лет назад. Был один большой континент. А это... Знаешь что? Луна. Скоро я покажу тебе настоящую. Обещаю. Перед тобой откроется целый мир. Сможешь отправиться куда захочешь. Хоть на Луну. Космонавтом вырастет. Блин, у меня, конечно, прям вещей до хера. Может, что-то положить надо, я не знаю. Блин, до сих пор до хера. Ну, хотя бы. Так, секретные документы. Блин, назад идти. Ну ладно. Что от меня требует? Вроде все есть. ПХК требует. Окей. Да. Заказ назначен. Так, может быть, мне еще взять стандартный заказ. Доставка старого кинофильма. Ну, в принципе. Почва из леса.
Не, нихуя не решилось. Все плохо. Но... Короче... У меня родственники скинулись и купили квартиру в Дубае. В кредит, конечно же. И ежемесячно там надо платить огромную сумму денег. И был очередной такой платеж. И как бы иногда я от своего имени плачу, иногда это происходит от имени моей родной сестры. Ну, типа как деньги переводят нам, и мы как бы вот через вот эту криптохуету зачисляем себе на свой счет и отправляем на счет вот эту риэлторскую компанию, где получается есть escrow счет моей тети, и там получается оно как бы копится. И штука в том, что когда делается такой перевод на escrow счет, надо предоставлять подпись в документе, мол, да, действительно это я, вот перевел вот такому-то человеку столько-то денег. Ставишь подпись, и там паспортные данные твои пишутся. И вот, блядь, вчера, как всегда, ну, короче, просто снова такое вот происходит. И я вообще начисто забыл об этом моменте про подпись. И мне как бы это... И я такой подумал, бля, а может без комиссии как-то будет хорошо, если я прям дирхам на дирхам перевод сделаю, просто напрямую человек там просто переведет на этот счет и нормально, типа, тогда будет побольше денег на счете, типа, так типа, лучше будет. Ну и пиздец, получается, теперь я сижу, упрашиваю этого чувака из Дубая, мол, подпиши, и так далее. А тот как бы не сливается, ничего. Ну, поначалу сливался, и так далее, я его жестко доебал. Я ему все время там типа, названивал, писал, я даже нашел какого-то другого левого риэлтора, счет которого он мне почему-то отправлял, я хуй знает, что он вообще. И, ну, он вообще понял, что я могу, как бы, ну, я как бы, что я типа не шучу, и он такой... Ну, я, блин, постараюсь тебе помочь, но это вообще счет не мой, это типа кузена, я с ним стараюсь общаться и говорить ему что да как. И, мол, такая-то хуйня. И все. И я теперь вот как бы умоляю этого чувака, блядь, будь добр, подпиши, там вся хуйня. Ну да, я сам виноват. А кто говорит, что кто-то другой виноват? Очевидные вещи говорить-то не обязательно. То есть ты кинул без подписи, типа, нет, я, бля, просто в криптовалютной трейдинге, где там все анонимно все друг друга делают, блядь, забыл совсем про подписную хуету вот эту вот ебаную, которая происходит по escrow счету. Пиздец. И хуйня в том, что... И хуйня в том, что если он подпишет договор этот ебаный, то через 2 года, когда этот дом построится, когда escrow счет откроется, или когда он закроется, ну, когда все стороны выполнят все условия или не выполнят, эти деньги обратно к нему, скорее всего, вернутся. Да я все перепробовал. Я ему даже видео отправлял, вот, мол. Да я ему все отдал, блядь, буквально. Я максимально прозрачен к нему. Да я не понадеялся на человека, я, блядь, долбоеб, забыл нахуй про эту ебаную подпись гондонскую, блядь.
Вот если бы я помнил про эту хуйню, я бы, блядь, сам себе бы отправил. Но я долбоеба кусок, нахуй, через левого человека отправил в этот счет, нахуй. И все, блядь. И теперь я должен этого левого человека упрашивать, блядь, подписать этот договор, нахуй. Но я вышел на него хоть как-то там, блядь, постарался с ним, ну, я держу с ним связь, я хуй знаю. Так что так вот. Да, попадос. Да, я должен был от себя отправить. Но этим всегда... Ну, я, бля, почему затупил максимально? Потому что этим всегда занималась моя сестра. То есть я бат отправлял ей, и она сама вот этот перевод делала. Или я делал это напрямую через Сбербанк, но оказывается через Сбербанк это, ну, не работает. И я, блядь, ну, максимально затупил, потому что, ну, как будто бы это я делал впервые, в плане того, что из тайского счета отправлять напрямую на этот счет дубайский. Поэтому я как конченый долбоеб поступил. Вообще не понял, что не так пошло. Типа, что... Ну, точнее, не понял, что я что-то не то делаю. Да, очень большая. Огромная. 500к. Но я сделал все возможное. Я и записал видео, и написал этим редакторской компании. И так далее. Короче, все возможно постарался сделать. Надеюсь, что что-то изменится в лучшую сторону. Ну, я ему буду... Ну, единственное, что мне приходит в голову, это я ему все время буду отправлять видос какие-то. Мол, вот он я, блин, чувак. Пиздец и так далее. Это единственное, что мне приходит в голову. Единственный нормальный вариант. Ну, действительно, а что еще поделаешь, блядь? Он в Дубае, я здесь, нахуй. Ну да. Ну вот этот долбёж, он особо как бы... Ну я не знаю, короче... Вроде как... Но я сегодня сделал то, что можно. А чтобы там еще кто-то мог долбить их, ну нет, не знаю этого. Чтобы кто-то мог к ним обратиться напрямую и так далее. Такого я, к сожалению, не знаю. Ну, я вчера был в полном вахуе, я вообще не понимал, как выйти из этой ситуации. Единственное, что пришло в голову, это, ну, не знаю, умолять и давить на жалость. Но был еще более радикальный способ, конечно, это отправиться на СВО, нахуй.
чтобы как-то бабки отработать. А что еще делать? Но самый адекватный способ это вот это видосик снимать. Вот, мол, бедный я и моя бедная семья. Ну да, ну да. Я понимаю. Сканирую. Сканирую удостоверение Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Нет. Спасибо. Если мы ежемесячный платеж не выполним, вот это самое неприятное. Это ежемесячный платеж. Если пропустим этот платеж, то мы проебем эту квартиру и все вложены туда деньги. А туда въебано дохуя. И больше. Сэр, Не, ну от этого я, конечно, не умру и так далее, но, блядь, я как бы всю свою семью подвел, подставил, причем очень сильно. Ай, блядь. А ведь об этом еще и, типа, моя мать не знает, или знает, но пока не знает. А сейчас кис находится в диком охуевании. Но я уверен, скоро она позвонит. И начнется. Скажет мне супер очевидные вещи, что я, мол, долбоеб и так далее, там прочее. Терпеть придется, конечно же. И соглашаться. ну ладно. Ну и как бы есть у меня, как бы, ну, вариант, как Отлично. Доступен новый заказ. мол, как можно выйти из этой ситуации, я говорю я об этом. Но хуй знает. Сэм, если ты... Но нам придется кредит брать. Это 100%. Походу мне придется в понедельник идти и кредит брать. Ну это очевидно. А что еще делать? Да блин. Выливаешься. Да. Впредь так держать. Оружие разрешено. Поздравляю. Ну, у тебя-то, конечно, ситуация намного хуже. Строительство завершено. Угу.
Ну, это неприятно. Ну, в любом случае, это такое от матери слушание. Очень больно. Скачал таки компилятор. Нормально. Бля. Что не стрим, то пиздец какой-то. У меня что-то череда ебанутых стримов, естественно. На позапрошлом стриме у меня нервный срыв из-за Marvel Rivals был. Вчера я въебал 500к. Охуительные стримы пошли. Сканирую удостоверение Бриджес. А, блин, я не туда поехал. Идите в распределительный центр. А, погоди, или туда. Не пон. Ай, бля. Так. Заказы. Возвращение секретных документов. Доставка образцы почвы. Минимальный вес груза 20 килограмм. Ник Уистон. А, в столичный узел и надо? А, окей. Как там показывается? Рад видеть, Сэм. Погоди, я могу заехать на моцвике? Да. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер Бриджес. А вы знаете, на форумах люди с такой проблемой так и сидят с проблемой там форум. ЦПСов так и ебался с этим. Угу. Сэм, прежде чем браться за новые задачи, сдай груз. Да ты шо? Ты тот новичок? Сэм Бриджес? Благодарю. Ну и уловка принес. Угу. Ну чё? Стандартные заказы. Мумии, пирамиды и прочее. Кораллы, шваб, криптобиоты. Сэм, у меня кое-что для тебя есть. Подарочек. Ха. Кепочка. Ну,
Прикольно. Подарил свою шляпу. Ладно, до встречи. Кстати говоря, шляпа. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Сэм, мама сообщила мне, что создала оружие для борьбы с тварями. Сделанные ею прототипы в следующем грузе. Я не Грузе, помню. который нужно доставить Давным-давно в портовый подарили. узел. Какой-то Новый год. Портовый узел далеко от территории тварей, но оружие пригодится, если твари подойдут к городу. Кроме того, люди смогут защищаться во время вылазок за пределы города. Кроме того, в поставке есть различные препараты, а также образцы спермы и яйцеклеток. Эти образцы необходимы для сохранения генетического разнообразия, так как были переданы людьми, живущими вне крупных городов. С оленями. Благодаря тому, что Херали искажает время, мы Тут 3 сможем оленя. сохранить их так долго, как Вот раз, два и 3. когда груз будет обработан, подключи Q. После этого весь регион станет частью единой хиральной сети. После этого ты отправишься в озерный 4. остров. Поэтому А где мы включили четвёртый? в груз припасы для его жителей. Конечно, чтобы попасть туда, тебе придется пересечь озеро. Подробности во втором заказе, который нужно будет взять. Это, несомненно, будет твой самый Не, не. длинный Я маршрут. так и указал. А Не где ты забудь третьего взять оленя всё, что видишь нужно. тогда? Из 4. Нету? Или ты про Нормана Ридуса? А, нихуя, почтовый узел. Ну... В смысле, что выбрать? $50 килограмм. Ну, берем. Чё. Вот пакет для переливания с кровью. Если выбрать его, он сделает переливание крови. А, прикольно. Правда. Сэм, это наша первая попытка создать оружие для борьбы с тварями. Пришлось работать с тем, что есть, поэтому это фактически модифицированные гранаты. По крайней мере, так они должны действовать, но мы никогда их не испытывали. Кто знает, может тебе первому удастся убить тварь. Это будет что-то с чем-то. Но даже если они работают, помни, что их топливо – твоя кровь. Не увлекайся, иначе у тебя начнется анемия. Чё за хуйня? В смысле? Обязательно должна быть свежая кровь. Блин, я только сейчас понял, что происходит. Это я создаю, получается, оружие. 6 килограмм. 10 килограмм, нихуя там. 5 литров крови, что ли, это въебываю примерно. Окей. У тебя я тут не работаю. Не, у него должен работать. Я же ему давал, как его, ту штуку. Запрет Discord, YouTube, который открывает доступ к YouTube. У тебя же вроде все получилось открыть. Не? Уже работает. А, ебуст. Испытание граната. Ёб твою мать.
Ну, давай. Что-то, мне кажется, придется это юзать. Может, лестницу якорной крюки. Закинуть мотоцикл. Пакеты с кровью в подсумке. Заказ назначен. А чё случилось? Главному фанату Путина хочется знать, о чем вы говорите. Сэм, тебе нужно разобраться с заказами. Помни, после портового узла поедешь через озеро. Поэтому сначала доставь все взятые грузы. Не, ну я типа не знаю, Посмотри я не на смотрел. карту и найди наилучший способ добраться до всех точек. Я лжефанат. Но никому не говорите об этом. Строительство завершено. А чё за музон? Третий уровень. Сэм, Ебать вы нагнетаете. Дум дает тебе преимущества, которых нет у других. Но при этом ты все равно являешься сотрудником Бриджеса. Организации, в которой много экспертов в разных областях. И все они готовы помочь. Команда с тобой, Сэм. Что нужно, спроси. Ясно? Хорошо. Сперма. Яйцеклетки. Потому что я какой-то особенный чел, у которого какая-то высокая чувствительность дума. Я могу чувствовать этих тварей и там прочее. То есть остальные вообще их, по сути, даже не чувствуют, не видят. И просто рандомно, как будто бы от невидимой хуйни умирают. А я хотя бы могу понять, что они рядом или не рядом. И могу, типа, избегать их. Поэтому, как курьер, я больше подхожу, ну, для этой работы.
А обычный человек, ну, въебется сразу, типа, ну, он не поймет, от чего умер даже. А похуй. Нас не догонят. Нас не догонят. Бля. Не, слава богу. Блин, лай. Лай. Где здесь? Кто там? Обнаружено оружие. Оно будет изъято Так. после вашего ухода. Груз проверен. Сюда надо доставить. Это. Спасибо. Секрет. Да откуда эти их дойдут? Спасибо, Сэм. Ты творишь настоящие чудеса. Все чудесати и чудесати. Ну ладно. Спасибо за все. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. И впредь так держать. Оружие разрешено. Здорово. Чудовище.
Распределили к западу. Да, блин, мне нахер надо. Это я не беру. Измеритель, металл. Сканирую удостоверение. Провожу обеззараживание костей. Все чисто. Добро пожаловать, сэр Портер Бриджес. Сэм Портер Брид. А, бля, погоди. А. Погоди, а это куда? Не, ветроэлектростанцию. Да ну нахуй, 120 килограмм. Не, погоди-ка. У меня что-то груз дохуя всякого. Портовый узел, портовый узел. Сперма, яйцеклетки, средства против твари. Портовый узел. А, это не туда. Не сюда. Трейлер Ведьмака Фо я видел. Five нет. Привет, Зедрин. Russian world is on fire. Так, что у меня есть вообще в Грузии? Так. Геметический гранат. Ну, короче, давайте повоюем. Геметические гранаты используем. Счастливого пути. Оружие разрешено. Куб компаньон Бенджамин. Опа. Отсылочки. Отсылочка к порталу. Блин, а где Бенджамин живет? То есть... Ага, понял.
Вот то. Упал сюда, Мгм. а на нет. Упал Сиренере. Очень сильно упали. Сиренере, посмотри, никто. Да не знаю. Это тебе. Сегодня хороший день. Обсуждают политику эти два. Прокатцы говорят. Резервные топливо. Все чисто. Добро пожаловать, Сэмон Родригес. Легенда возвращается. Как дела, Сэм? Ты пытаешься всех нас пристыдить? Я не против. Пока не забыл. Это тебя. О, очки. О, очки Гордон Фримена. Пока, Сэм. Отлично. Видите, Гудзон, Доступен новый Рокси, заказ. Чтобы возбудили выполнить, Зедрина сейчас. загляните в терминал доставки. Что, нравится вам возбуждать людей? Мужчин в особенности. Эти очки носил легендарный физик Гордон Фриман. Любой, кто наденет их, выглядит таким же мудрым и знающим, как и сам Гордон. Кайф. Счастливого пути. Началось. Началось. Как же я его... Каждый раз. Так, заказы. Геометрическая граната, испытание сражения, доставка экстренного возвращения секретный документ. Секретный документ находится, блин. А при чем тут свиньи? Мы же о людях вроде говорили. Ну как, мы. Они. Я в этом не участвую, но тем не менее.
Украина. Ну вот, молодцы, ребята, молодцы. Возбудили Зедрина, и он отлетает нахуй. Заебали о политике говорить. Говорите о своем кодинге, там, хуёдинге, компиляторе, хуяте, блин. Давайте заребать, ёбаный в рот. Нахуй. Минус. Но у меня что-то особо как бы желания нет человеку объяснять по 1000 раз, что такие-то слова запрещены на Твиче. Но он давно уже сидит на Твиче, я думаю, он так понимает. Извини, тебе придется подыскать другое место. Эта зона для тебя под запретом. Нахуй. Нахуй. Как бы все понимают. Что поделать? Я же не свалюсь с ёбаного моцика, если я сяду вот так. Блин, как груз не падает. На член. Теннис едет. Я думаю, гений понимал, что делает. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Да ёб твою мать. Тихо. Чё за нахуй? Что случилось? Найс. Ну надо же, я уже и не надеялся снова это увидеть. Секретные документики подъехали. Не будем судить о книге по обложке. Дай-ка я посмотрю. Славно. Именно так и было раньше. Ха, как же мне повезло. Голодный, да? Нет. Нет. Что?
çok başımaçka. Антон мамарингити. Арылхангати. Нежно-розовый. Членовидец. Рокси членовидец. Это как в фильме в Суперматче. Или как он там назывался? А, Супер Перцы или типа того. Там был членописец. Это членовидец. Смешно ведь? Не представляю. В мире Отлично. Древнение. Доступен новый заказ. Вот и зверь. Чтобы узнать больше, Членовидец. загляните в терминал доставки. Заряд тари. Я папа. Посмотри. Посмотри. Заряд табора. Рыба из зоны тварей. Металл. Бля, в рот ебал, эти металлы надо сказать. Благодарю вас. Бабушка. Спасибо за ваш вклад. 6 утра. Что ж, и впредь так держать. Ой, какая-то хуйня творится. Хорошая. Какая-то сука рядом ходит. Что такое? Не пойму, где кипиш. Так, сейчас. Спрей, наверное, надо использовать, да. Ага. Ботинки му. Давай, погнали. Не ебаться, работать это тоже. На тебе, как на войне. А
я везу сперму, наверное. Блять, ублюдок. Почему он не построил до конца? Он мудак, что ли? Часто слушайте Агату? Агата Христи. А прикиньте, в параллельной вселенной Кац был бы певцом. Я, кстати, о его гнилом пиздеже ничего не наслышал. Не слышал ничего. Но раз уж он вас так возбуждает, я думаю, там прям слова интересно выскакивают из его уст. Рта. Ебать, там груз лютый. Впредь так держать. Оружие разрешено. Блин, а там, оказывается, груз экстренный, надо торопиться. Не входите в намеченную для строительства. Кстати, Сэм, в распределителях и других зданиях обычно есть материалы для изготовления снаряжения. Кроме того, они пригодятся и для построек. А, надо выйти. Но количество запасов всегда ограничено. Лимит можно узнать на терминалах. А, нихуя. 3D принтер будущего. Смотрите, что делают. Строительство завершено. Бля, зря я тут мотоцикл, наверное, оставляю. Хотя похуй. Надо гранатами замочить твари.
Унесли, понесли. Так, я его в моче. Искалякал. Все, пизда ему. Чуть город не появился. Невероятно. Просто невероятно. Первый раз в истории живой человек победил тварь. Ты вряд ли бы справился, если бы не был возвращенцем. Контакт с твоими жидкостями не только не приводит к выплеску пустоты, но примерно так же, как твою К отвергает берег, так и твоя кровь может изгонять твари из нашего мира и возвращать в их мир. Сэм, ты подарил нам надежду. Возможно, еще не все потеряно. У твоего ББ растет уровень стресса. Помни, если у него начнется самоотравление, он не сможет обнаруживать тварей. Чтобы он не волновался, не делай никаких Алкогольные резких движений. Держись подальше от напитки. тварей и других угроз. Первый раз в истории чел с гранатами с говна победил кого-то. Да ёбаный бобаный. Да простите, товарищ. Ну блин. Ну сорян. Вот так, поспи. Да ладно, я шучу, все. О, дерьмо. Так. Так. Окей. Нормально.
What? Так, он положил обратно. Все, полностью восстановлено. Поехали. Блин, мою моцку, по-моему, по пизда приходит потихоньку. И Китай я тут завалил. Это не может не радовать. Нахера здесь мост вообще? Блин. Вообще не хилит. Так. Доставить утерянный груз. Подтвердить. А, это надо было туда снести? Выполняемый заказ 2. Это какие? Материал для улучшения. Погодите. Так, тут я, пожалуй, отдохнем. Я не... Ну, примерно таким образом говно чисто, наверное, возвращается с работы. Доброе утро, Сэм. Сбор крови завершен. Спасибо за щедрость. Щедрость. Так, посрать. Душ. И... Ну да, мы должны обязательно посмотреть на голое тело Нормана Ридуса. Это обязательно. А нету следа ладони на жопе? Экс-граната номер 0. И потом уже пописываем. Ну, вроде нормально пописали. Без крови.
Местные рассказывают про какое-то странное свечение на крышах у изолятора. Чего? Так, надо пойти и переработать все использованные вещи. Че, когда в арену? Да, я хз. Когда-нибудь. Я пока жестко отдыхаю от всяких мультиплеерных игр. Я прям жестко, очень сильно пригорел от Marvel Rivals. И примерно такие же ощущения, ну, вообще пришел к выводу, что мультиплеерные игры это тупо не мое. Я жестко охуел. Так, переработка, да. Ну, типа, да. Да. Вон у меня дети уже жестко херачат. Пускай они. Уже еле-еле. Да, я вообще уже смысла никакого не вижу в мультиплеерных играх. Смыслов никаких нет. Никакого интересной истории не расскажут. Чисто... Ну, там история одна, это история человеческого идиотизма, блин. Конченого. Про конченых людей, про конченых тиммейтов. Про посижуркиных, которые сидят в кустах. Да в рот ебал я. Ну, нахуй. В жизни и так дохуя негатива, а тут еще и... Чтоб я еще негативные игры играл. Ну, серьезно. В рот того ебал. И оно мне, ну, нахуй не надо вообще. Ни в коем разе. Вот пизду. Все. Вот такой вот вывод у меня, ну, появился. Да, чё, так и надо. Я, так сказать, хуйни не посоветую. Не, посмотреть хуй с ним. Типа, посмотреть это нормально. Ну, то есть, смотреть на то, как ебутся другие. Ну, в плане того, что... Это как, ну, смотреть на спорт, да? Там вот, ты не пойдешь, бля, в футбе гонять, нахуй, по полю. Ты лучше на это посмотришь. Правильно? Правильно. Ну, типа того, блядь. Ну, нахуй надо, типа. Я уж лучше, типа, с пивком в руке буду, ну, наслаждаться видом этого бессмысленного действия. Ну, а может потом еще и, типа, ну, в какой-то момент получу чувство азарта от того, что команда, за которую я болею, начнет побеждать, типа. Ну, это нормально, это нормально. А то, что вот ты сам в этом говне участвуешь, ну, это пиздец какой-то. Нахуй этим. Ну, серьезно, за мультиплеерные игры надо, ну, люди должны платить, по-моему. То есть бесплатно заниматься этим говном, ну, это надо быть полным кретином, нахуй. Ну, серьезно. Ну, без негатива, конечно. Да ладно.
Опять тут монстр появился. Я думал, не умирает навсегда, оказывается, нет. Я, конечно, еще также допускаю ту мысль и тот прикол, что людям просто интересно и приятно заниматься такими вещами, но это, ну, тупо лично не для меня. По очевидным причинам. Потому что я криворукий, никчемный киберспортсмен. А те, кто умеет, молодцы. Жму им руки и так далее. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Я рад. Ты бы... Доставляет. Класс. Новый опытный грузчик. Я теперь опытный грузчик. Ну ладно. Интересно, в жизни так же работает? Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. И впредь так держать. В какой-то момент вас вдруг резко называют опытный грузчик. Ну что делает человек опытный грузчик? Груз? Или сам человек? Вот в чем вопрос. Нахуй пошел. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Блин. Включайся, говна кусок. Ага. Ладно, везите меня к вашему главному. Сейчас его пиздить буду. Бля, надеюсь, мне гранат хватит.
Так, возьми мою мочу, ублюдок. Матча, матча. Душевая вода. Да блять, не еби! Нет! Что случилось? Охуеть. Я справился? Ебать, где? А где мой эмоции? А, есть, слава богу. О, Джизус. Нормально мне так гранат, кстати. Да, блин, спрей закончился. Я не пойму, я что-то чиню вообще? Еба. А как так? Блин, такое ощущение, что с ними драться-то и не стоит особо. Как будто пиздец. Невыгодно и страшно. Алло? Чем? Алло. Оу. Антон, то яблочный сок заказ став троллера. Окей.
Ага, всё. Ты вернулся? Мeh. Господи, повезло, что хоть что-то осталось. Блин. Серьезно? Так оно же было вроде нормально. Си. Пока, сэр. Отлично. Доступен новый заказ. Недоволен, блин, недоволен. Это довольно необычный заказ. Тщательно изучи ключевые детали. Э, Не понял. Прикольный баг. Переработай хиральные кристаллы. Привет, ФБМэт. Это не баг, это так и должно быть. Легенда возвращается. Как дела, сэр? Ты под... Нифига там, блин. Пока, сэр. А ты играл Meteor Maker? Не, пока нет. Не играл. А так я видел, что мне его предлагали в Телеграме. Да. Ну, довольно-таки интересные игры предлагают. Не иронично. М. Да ладно. Да ё-моё. Как же неохота туда ехать. Короче, насрать. Поехали в в новые места. Пора выдвигаться. Так, ремонтный спрей, пожалуй, 2 штуки сделаю. Гранату тоже сделаю. Все. Найс. Ну... Все? Спасибо за ваш вклад. Пора доставлять сперму. Погодите. Сканирую. Счастливого пути. Сканирую. Доставщик спермы. Почилим сначала. В личное хранилище помещен пакет. Так, сначала душ. И жопа. Блин, как же мне не нравится вот эта тема с Норманом Ридусом. Когда он в душе, и это пропустить нельзя. Может быть, у Кодзимы фетиш на мокрых мужиков.
Я не знаю. Подмигивает мне еще. Ну, этих всяких гениев уже всякие разные странные эти фетиши. Как жаль, что я не там. Да нам было бы тесно. Я уверен. Как же он въебывает эти энергетики. 3 энергетика, прикиньте. Подряд. Хапнуть. Да, это жестко. Вот, например, у этого Квентина Тарантино какая-то интересная тема с ногами. Его, в принципе, понять-то можно. Типа, ну, у него прям... Вот так. О. Не стесняйся. Еще один гений со странностями. Раньше, помнишь? Мац Миккельсон. Под ритм. Ё-моё, набухался, видать. Ё-моё. Папа, не пей. Прости. Я разбудил тебя. Сегодня мамин день. Блин, стрёмная у них тема вот эта вот с Биби. Как вообще эти Бриджес Бэйби появляются. Первой встречи. И при какой болезни они делают такую операцию, вообще не понимаю. То есть женщина... Не проходила это первый раз. То есть женщина, она была, видимо, при смерти, они берут и делают ей лоботомию, то ли что. У нее мозг мертвый, но тело живое, и в этот момент ее, я не пойму, оплодотворяют или что, и тело как бы вынашивает ребенка. И вот, то есть рожденный ребенок от мертвой матери. Некромать, блять. Прикиньте, они название какое прикольно подобрали. Некромать. Некромать. Офигеть. Я уверен, что ни один дотер не поиграл в эту игру. Если поиграет, то это, блин, прямо золотое оскорбление для него будет. Он такой, типа, нихера себе. Ну и слова. Некромать. Беру на вооружение. Да. Сэм, это Хартман. Твой друг и тоже жертва Дум. Наша болезнь началась с берега. Точнее, с того, что... Там лаунчер не работает. Rockstar Games лаунчер. Скорее всего, потом, после этой игры, наверное, будем GTA проходить. Но когда мы узнали Я, наверное, о так существовании поступлю. берега, смерть стала более осязаемой, познаваемой. Живые вскоре стали ходить по берегам. Я, ну, радостный такой, думал, сейчас GTA поиграем, побалдеем. И на тебе, Rockstar Games Launcher С помощью которых врачи и психологи пытались объяснить. не работает. Они классифицировали По симптомы причине хер пойми чего. Но такие возвращенцы, как ты, это редкость, достойная отдельной. То есть я пытался найти решение этой проблемы и так далее, но не нашел вообще. И, ну, короче, просто решил, что не буду тратить время на танцы с бубнами, просто пущу это в тренинг и покайфуем здесь. И, в принципе, не пожалел по решению. No, 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 no. Уроды говна! Бля,
Бля, да ну нахуй, они добрались до меня, пизда мне походу. Или пизда ему. Да блять, ну чел, погоди. Блять! Ёб твою мать, что я нажимаю? Да прыгни, долбоёбина! Да ну нахуй, да ну нахуй. Не хавай меня! Да что ты делаешь, долбоёб, вставай! Вставай, блядь! Покушай, блядь. О, господи. Какой же, мать его, пиздец произошел. Внимание, у твоего ББ шок от самоотравления. Без его информации твой Адродек не будет реагировать на тварей, так что будь более осторожен. Чтобы восстановить его функции, зайди в личное помещение. Пакет, Парцефаль закинул. Круто. Блин, какой же лютый пиздец был сейчас. Пакет с кровью. Начато переливание крови. О, господи. А? Что? Лампада. А. Так, по-моему... Окей, ладно. Так, спрей.
Пора. Хотя, погоди. Какой пора? Давай сначала здесь построим что-нибудь. О, генератор. Охуительный генератор. Блин, а как починить мотоцикл? Да ёб твою мать, вот подобрал его. Строительство завершено. Why so serious? Нихера себе, портовый город такой. Классно. A silence for the feelings, lately I do silent poets. Окей. А chicken да? Голодный да? Голодный да?
Классная песня была. Ох, Ты курьер? привет, Эфрит. Один человек, который работает за целую группу? Ты просто незаменимый человек. Похоже, что все больше... Да, я бы рад завязать. От одиночки я примерно Только вот болезнь со мной связывать не хочет. Ну, блин. Ну, конечно, лечусь. Я вообще с ингалятором сидел. Вот так. Ты пришел сначала. Ага, ты не против? Валяй, я уже 100 лет жду этого дня. Ну, не знаю, но кашель была сильная. А эта тема, она мне помогла. Кашель стал не такой жесткий. Биритуалом пользуюсь. Хм. Стой. Откуда у тебя это? Этот кроха? У меня такой же. Где ты его взял? Трудно сказать, но этот кроха достался мне вместе с капсулой, если хочешь знать. И откуда у тебя капсула? Игорь из отдела утилизации. Мой братишка. И что, он просто дал тебе одного из них? С чего бы? Я был с ним, когда он погиб. Мы везли труп, нарвались на твари. Они были повсюду. И одна схватила его. Он сказал: бери и беги. Точно. Ну, а ты откуда? Ага. Пережил Жестко. чертову катастрофу только чтобы заняться тем же самым делом? Ясно. Наверное, этого и следовало ожидать. Ну да, паром типа. Разжижение мокроты вот это вот происходит с Его помощью место этой в картошки. составе экспедиции вместе с тобой. Ладно. Будет лучше, если ты захватишь вот это. Тебе это нужно больше, чем кому-либо. Меня еще жестко стремает вот эта вот тема, которым я пользуюсь, биритуал этот. Ну как будто, сука, пипец какой мощный. Чересчур сильное лекарство, как будто бы. От него у меня типа легкие расширяются, мокрота сжижается, еще, наверное, какие-то другие действия происходят. Получилось. Портовый узел снова в сети. Этот город. Я от него после него усталость. Я сегодня его не применял. Часть общих знаний. Лучше перед сном его Когда буду станет применять. больше хиральных принтеров, они смогут строить Я вчера его корабли. применил и целый день вообще никакой был. Снова станут нашими, потому что Вчера они только один раз указали принял нам утром. путь. И То, пиздец. что происходит после твоего Целый день прибытия, вялый не ходил. всегда хорошо. Город, вступающий в UCA, становится мишенью для террористов.
Но мы должны мириться с опасностью и продолжать идти дальше. Сэм, вся Америка ждет. Ну типа да. Ждет, чтобы ты сделал первый шаг и подключил. Потом еще и в надписи по, ну, к этому лекарству передавал написано, типа имеется негативные эффекты по прекращению принятия лекарства или типа того. Собираешься пересечь озеро и двинуть на запад? То есть когда ты его резко ну, заканчиваешь применять, Да уже есть негативные эффекты типа. террористы уничтожили все, что плавает. Лодка есть. Например, в первый день я, ну, Частный курьер. 3-4 раза его применил, ночью еще один раз, утром вчера один раз, вечером, потом ночью один раз, и вот ночью, и после того, как я его принял, у меня судороги были. Не то чтобы тремор и вся херня, просто судороги. И без, ну, чувства холода. Она рядом с распределителем. Ой, как уснул. Не бойся, в портовом дождей не бывает. А? Прежде чем отправиться, можешь отдохнуть в своей Он комнате. Потому что Новый год скоро, поэтому одел такую шапку. Да. Тяжело. Доброе утро, Сэм. Сбор крови завершен. Не представляю, как бы я до портового города добрался бы на своих двоих без... мотоцикл. Это вообще бред какой-то. Я бы охуел, наверное. Красавец, красавец. Так. Энергос. Энергос. И давай напоследок. Я даже посмотрю, как ты его пишешь. Жесткий product placement. Очки Гордона. Ну-ка, Steam головной убор. Чисто с очками Гордона Фримена походим. Нормально. Сморила, да? Сморила, да? Вторую часть не... Ну, мало чего видел в ней. Бим, 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 бим. Пи-ри-ри. Да ладно, не спойлери, только я не видел ни хуя.
Блин, вот это вот охуительная песня. Мост-связь — это другой способ описать твой контакт с другим курьером. Есть... Нихуя. Доставщик мастер. Ну. Заявки на пред... Отправь за... А как музыку включать, чтобы она всегда играла во время игры? Приветствие космонавта. А, нихуя себе. Значит, Игорь был знаком с Матсом Миккельсоном? Тебя скоро выпустят. Или нет? И как только все это закончится, мы отправимся куда захочешь. Крутой актер. Папа, да еще есть. Ага-ха. Вот то посмотри. Благодарю вас за... Так, оптимизация. Похоже, кто-то доставил за тебя груз. Ты можешь... Ага. Утерянный груз. Ветроэлектрос... Не, нахер надо. No, thank you. Спасибо за ваш вклад. Погодите, а что от меня хотят? Пройти в гавань. Ну, поехали. О, сразу начинается интересного, да?
босс-файт, походу, сейчас будет. Что за хер? Какой? Управляешь этой херней? Зовут Хикс. Трой Бейт, Я та Александр частичка Гаврилин. Бога, что есть во всем. Египетская сила у так него. это ты его во все это втянула? Ранена, но не сломлена. Что такое? Бриджит Стрэнд мертва. Последний президент Америки предан огню. О, а теперь, значит, девочка займет мамино место. Ну, это полная чушь. Но какой из нее политик? Но не волнуйся, я ее найду. Я за ней присмотрю. Видишь ли, Ща я тебе калом я закидаю. понял, в чем суть выхода смерти. О, вы еще столько вы не знаете. Эта девочка не похожа на нас с тобой. Дум — это не к ней. Ей больше по нраву уничтожение мира. Фактор вымирания. Так трудно налаживать связи, если даже руку пожать не можешь. К счастью, у меня очень прочная связь с той стороной. Ты? Нет, ты не мост. А вот я привязан и к этому миру, и к тому, и к нашему милому ангелу смерти. Фига себе. Мега мразь. Ты главное блюдо. Достаточно одного малюсенького выплеска, и нас разнесет к чертям. Ну так что? Неужели ты не устал от этой рутины? Неужели не этого ты ждал все это время? Конца игры. Сэм, внимание! По нашим примерным оценкам, чтобы уничтожить портовый узел, хватит и одного выплеска. Если даже одна тварь вступит в контакт с жителем, все пропало. Этого нельзя допустить. Ты должен разобраться с этой тварью. А, мне только одна брала. Да, блядь, долбоёбина, ты куда, сука? Да, блин. Ну что ты будешь делать?
Где это дерьмо? А, блин, да ладно. Да. Да. Тут по магазину ходит. Да блин, ну ты что, серьезно? А, вон оно. Да блять, ты гол... Блин, сука, ну стой! Да ебать, что происходит нахуй? Вау, чё за говно? Я просто летаю по... Все, готов. Кристаллики. Ну, за 5 минут справился. Б. Ё-моё. Эх.
Гордись собой, друг. Амелия все еще ждет тебя на запад. Иди к лодке, она готова. Доставь припасы в озерный узел. Ну, вполне себе нормально. Довольно-таки постепенно тебе дают всякие разные механики. То есть нормально мне дает там транспорт вдруг и еще что. Вполне себе окейно. Так, сейчас соберу все гранаты. То есть новые какие-то механики заводят постепенно, и это хорошо. То есть, ну, толково сделано. Ну, как-никак гением игра сделана, как бы, ну... Димыч не подвел. С этим все в порядке. Ну да, нормально. Bridges, bridges, bridges. Tankçılarda. Notto. Dersini killerinde. Basmaç. Kote kote. Мотоцикл. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Ромейлес. Так, давай-ка на переработку. Охереть тут. Нормально это. Все пакеты с кровью использовал. Ебать. Так, переработка. Да, хиральных кристаллов попробуем. Спасибо за ваш вклад. А не пойму, а эти хиральные кристаллы, что я им закидываю, они как бы что-то нормальное дают? Мау. Мау-мау. Так, ладненько. Сэм, мы высоко. Жестко устал.
Восстановление водных путей. Надо побольше червячков кушать, наверное, чтобы у нас много дерьма было. Дерьмовые гранаты не самые лучшие вроде как. Ура, я могу пропускать это говно. Сморила, да? Сморил. Так, ну-ка попробуем собрать лайков. Ща. Ты конченый, что ли? 40 лайков, ничего себе. Один лайк. Сорок пять. Да, блин. Ладно, больше не хочет. Видимо. Ну все. Да. Видимо, побриться нельзя. А прикиньте, лобковыми волосами можно было бы взрывать. Бомба с лобковыми волосами. Считайте, осколочная граната. Привет, Эргрем. Эргрем аж проснулся. Что он сказал? А, это идея. А, погоди. Надо... Объекты материала. Мне ПХК есть? Конечно, нет. Короче, я ни хера не готов. Изготовка. ПХК. С наступающим, получается, ты уже по-новогоднему выглядишь Дедушка Мороз практически, или лучше сказать Чусхан. Да, спасибо. И тебя с наступающим.
А, О. Так, давай-ка геметическую гранату еще. У меня же их вроде много, да? Да, нормально так. Ладно, 2. И давай 2 ПХК. Во, выгляжу нормально теперь. А, нормально, очки есть. Отчаливаешь на лодке, Сэм? Ха. Только знай, что тебе придется выложить весь груз, который ты еще не успел доставить. А. Было бы жалко бросить что-то ценное, особенно если ты почти доставил посылку. Мой совет – положи эти вещи в свое хранилище в портовом узле. Либо можно повременить с отплытием, пока не разберешься со всеми делами. Сам решай. Да поплыли, ёпта, господи. Что ты думаешь? Блин, ну с одной стороны, там, конечно, есть приколы всякие. А? Блин, на гараж надо ехать.
что я хотел сделать? Зачем я уехал обратно? А, гараж. А где тут гараж? Гараж. О. Обратно мотоцикл. Сдать на хранение. В воде аккумулятор разряжается быстро. Размещаю транспорт. Трицикл отремонтировано. О, найс. Да, мать твою, а где мои вещи? Ну, хорошо. Все, поехали. Надеюсь, я поеду вместе с мотоциклом. Жесткий. Блин, да ладно, без мотоцикла что ли, ёбаный в рот. Будешь? Ты пробилась. Меня нелегко сломать, несмотря на имя. А, фраджайл. Ты видела Хрупкая. этого урода, да? Хикс. Он лидер группы сепаратистов. Казалось, он как будто управлял той тварью. Потому что у него 7-й уровень, а то и выше. А ты много про него знаешь. Мы работали вместе. Можно сказать, у нас был договор. Ты вела дела с террористами? Деньги не пахнут, да? Тогда он был не такой. Так что у тебя за цель? Ты хочешь спасти мир или все испохабить, как он? Я просто хотела бы, чтобы все было по-другому. Вот наш корабль. Фраджайл. Экспресс. Пробки экспресс. Охереть. У него прям целый корабль, ее личный. Не волнуйся, он на плаву. Пойдем. На борту все, кроме нас. Что значит? Фраджайл. Хрупкая. Хрупкость. Угу. Вау. Мы реально плывем. Чё, посередине Америки есть где-то такая херня? Или как мы вообще плывем, я не понимаю. Я вообще не силен в географии, особенно американской. Да вообще никакой.
Как же она хочет подружиться с нами? Мы доберемся. Завтра. Быстрый катер, походу. Бэйбик. Блин. Вечно он роняет свою фотографию. Я тебя Сэм. Прошлое не отпускает. Блин, что-то он вообще привнул. Кое о чем тебя попросить. Это насчет того урода. Хикса. Бля. Реснички какие у нее. Уснул. Корабль вообще не укачивает. Как же он ровно плывет. Ну хотя у него впереди волнорез стоят. Ля. Тарантин такой. У-у-у. Сэм. Сэм. Ты же помнишь? Уже почти пора, Сэм. Я не знала, пока ты не сказал. Не знала, что я живая. Жизнь совсем неотличима от смерти, если ты одна. Ты теплая. Я не хочу домой. Я не хочу домой. Смотри, это ловец снов. Откуда она его достала? На ночь я отгоню кошмары. Я всегда буду с тобой. Ты забыл дорогу домой? Капец, абстрактная херня какая-то безумная. Пойдем. Я тебя провожу. Пройдем полпути, а дальше ты сам. Полегчало? Буду ждать тебя на берегу. Разыщи меня. Я вообще не понимаю, что это за женщина. Она, видимо, очень старая на самом деле, но она не стареет. Раньше мы здесь часто играли с тобой. Ты меня перенесла. Сам бы я не добрался. Пока есть тело, в которое можно вернуться, нельзя приходить и уходить, как захочешь. То есть ты не можешь просто вернуться на восток? Нет,
Пока ты не объединишь нас, Сэм. Щедрите нахуй, да, просто скелеты видно. Я буду ждать тебя на берегу. Ну кому как, но, блин, такие прям так себе. Разыщи меня. Эх. Хотя я думаю, мое мнение многие разделяют. Надо, чтобы прям, да, чтобы нормально было. Это чересчур. Она чересчур скудая. По-моему, уже сейчас не в моде, давно уже чрезмерно худые модели. Там все одни бимбо унитаза. И как ты можешь спать? На, вот взбодрись. Да хватит толкать мне это говно. Добро пожаловать в озерный узел. Что? Ничего. Пойдем. Блин, моего мотоцикла нет, да? Надеюсь, это мой мотоцикл, иначе я расстроюсь. Мотоцикл, мотоцикл. Блин. Груз из портового узла направлен в озерный. В общем, разберешься. Терминал доставки вон там. А я пока займусь своими делами. Чао, какао. И корабль уплывает, да? А, это весь мой хлам, который был на моцике, ё-моё. Я аж присел, блин. Я твою мать. Я всегда с собой беру все мое дерьмо. Терпением называется песня. Терпение. От Low Roa, представленная Tanuki Records. О, машина, да ладно. Локоть. Да, бля. Ладно, смолу выкидываем тогда.
Привет, Френдли. Ладно, насрать. Пошли. Песня о терпении. Специально для вас на канале Нола. Терпим тяжелый груз. Нифига себе. Классно. Ну это изи узнать. За спиной хочешь узнать? За спиной у нас... Дохера. Ой, как дохера. Так, это 15, 35, 30, так, 40, 3, 48, 52, 57, 50, 62. Ой, там, короче, где-то около 80 килограмм у него за спиной. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер Бриджес. Ух, чуть не плюхнулся. Так, доставить утерянный груз, вернуть. Привет, как дела? Благодаря таким, как ты, я рад быть частью Бриджеса. Спасибо, Сэм. Нормально, нормально. До следующей доставки. Так, теперь отдаем ему Отлично. то, что положено. Добро пожаловать. Мы следили за твоей лодкой. Не хочу грубить, но должен спросить. У тебя никакой контрабанды нет? Опасного, запрещенного. Наверняка тебя проверяли, но мне придется взглянуть еще раз. Все чисто. Не вижу ничего необычного. Груз в порядке. У меня только опасная сперма. И какашки. Awesome. Nice. Состояние груза. Извини за беспокойство. Приходится быть осторожным.
Говорят, у тебя с собой кьюбит. Это правда? Можешь нас подключить? Ух, началось. Грузом манка с дымогенератором. Нифига. Так. Значит, мы наконец-то в сети. Давно пора. Мы ничего не утаим. Столичный узел получит все. Если обмен данными нас защитит, я только за. И, кстати, тут не только я так думаю. Наверное, было лучше, когда сюда пришел Бриджес-1. Тогда, по крайней мере, террористы и твари не осложняли нам жизнь. Ну, будь осторожен. Мир уже не тот, что раньше. И спасибо. Ну, окей. Наконец-то преодолел точку 0, Сэм. Поздравляю. И спасибо. Но дальше будет еще сложнее. Когда мы только прибыли сюда, все было по-другому. Спокойно. 3 города. Озерный, Средний и Южный узлы. Поддерживали наши планы реконструкции. Все 3 заключили контракт с Fragile Express. Она поставляла припасы и обеспечивала связь. Но год назад все изменилось, когда сепаратисты провели серию атак. Первым исчез Средний узел. Они взорвали старые ядерные бомбы. Ё-моё. Уничтожив половину Южного узла с огромным количеством жертв. У Бриджес нет ресурсов, чтобы самостоятельно подключить остальные города. Нам нужно заручиться поддержкой всех людей. Даже тех, кто не хочет иметь дело с UCA. Как бы сложно... Может, Fragile доставила им ядерную бомбу? Ситуация сильно изменилась с тех пор, как Бриджес-1 отправился на запад. Уничтожение Среднего узла заставило нас выбрать новую стратегию. Все так, как сказала Амелия. Новогодний колпаки в игре это мод? Нет, это Кодзима гений. Сезонные какие-то такие штуки поставил в игре. Это ванила. У нас только один выход. Усиливать сеть, используя их убежище. Нужно быть особенным человеком, чтобы жить тут одному. Человеком, который пошлет нас, если мы позовем его к себе. Мы знаем. Никто не ждет, что они сразу согласятся. Пускай они не любят иметь дело с людьми, но они нормально общались с Fragile Express. Ты хочешь прикрыться ее именем, чтобы войти к ним в доверие? Бинго! Она тоже согласилась. А взамен она... Это шанс посчитаться с Хиксом? Не могу ее за это упрекнуть. Он отнял у нее все и даже больше. Время лечит, но не такие раны, как у нее. Работа не будет простой и легкой, но ее нужно сделать. Отдохни пока. Поговорим позже. На. Это мне? Называется Кипу. Это узел по-старому. Еще с его помощью можно считать. Я добавляю узел, заводя друга. Ясно. Я буду добавлять по узлу каждую нашу встречу.
важный предмет, раз ты смог принести его. Особенный. Да, я сделал его для тебя. Нифига себе, он ювелир. Мамкин. Я буду им дорожить. Есть хочешь? Она все продолжает совать мне эти Зачем ты чирку. здесь? Спроси у босса. Нет. Я про конкретно здесь. У меня посылка для курьера. Вот, это тебе понадобится в дороге. Он указывает на то, что ты работаешь на Fragile Express. Тут моя кровь и хиральные кристаллы, считай опознавательный знак. Это чтобы местные выживальщики тебя не доставали. Мы были тут единственными. Я скоро весь курьерами. буду обвешан всяким говном. Это была наша территория. Как хипарь буду выглядеть. Из-за Хиггса все пошло к черту. Я, Экспресс, наша репутация. Да все. И ты хочешь ему отомстить? В одиночку? Но я не одна. В пещере, в портовом узле, у твоей кровати. Мы так далеки, но постоянно видимся. Казалось бы, я была обречена рано или поздно сгинуть в выплеске. Но вот она я. Вот она. Ты используешь берег? Один из них. У тебя свой, у меня свой. С его помощью я прыгаю. Я не могу вызывать тварей, как Хиггс, но могу пойти за ним. Догнать на берегу. Беда в том, что у каждого есть свой вход. Я могу проходить только через берег, который знаю, понимаю. Ты ведь слышал про мультивселенную? Опа. Что с тобой? Прыжки отнимают много сил. Высасывают кровь. Поела. Ты направляешься в краевой узел, да? Там полно террористов. Но если ты решился, тебе рано или поздно придется столкнуться с Хиггсом. Слушай, я просто курьер. Убивать монстров, террористов — это не ко мне. А если попробовать вместе? Я могла бы помочь тебе. И нам вовсе не обязательно иметь общую цель. Я перекину тебя через мой берег. В любое место, где много хиралия. Любое, подключенное к хиральной сети. А, fast travel, нифига. Я хочу, чтобы ты подумал. Держи. Это тебе поощрение. Понадоблюсь, звони. Будем общаться по нему. До новых встреч. Предмет перемещается в личное хранилище. Да, было бы славно. Но вот видишь, она как бы отнимает тебе здоровье. Посрать. Ну ладно, что там? Fragile.
Ты готов к прыжку? Так, перенести ты можешь только себя. Ну, и какие-нибудь мелочи, которые для тебя очень важны. Ладно, закрой глаза. Представь себе цель. Держи ее в голове. Окей. Это, конечно, прекрасно. Это прекрасно. Прекрасно. Порт. Четыре килограмм. Чего? Съесть криптобиота. А, теперь нас прям поставляют этими жучками. Какая фраджайл заботливая. Башку отпустил. Мерзкая херня, походу. Так, ну и давай еще одного съем. Может всех троих скушать, чтобы потом говяшки схавать. А, это использовать. Ну тут непонятно, я говно какое-то кушаю и как бы говяшки высыраю. Тут легко запутаться, да. Запустаться. Че это? Че за нахуй? Погодите, я чё, типа, не посрал, не покакал на самом деле? А, нет, нормально. Гильермо дель Торо. Сморила, да? Глюки от червей. Бебе. Бебе. Бебе, ты слышишь? Слышишь меня? Это папа. Мадс Миккельсон подался в бега вместе с ББ. Пустой контейнер с сложным идентификатором, он же груз-обманка. Может пригодиться, чтобы обдурить любителей тырить чужие доставки. Окей. Хотя, блин, я вообще отчасти не понимаю, что мне тут делать-то вообще в этом месте. Да не, лучше давайте телепортнемся обратно.
Я, конечно, все понимаю. Но... Ну, куда хочешь попасть? А, спасибо Закрой за глаза. хлеб. Перенесись мысленно туда. Поперхнулся. О. Некроматери уже нету. Че это? Вот придурок. Держись, он покоцан. С ножичком. А, некромать на месте. Думал, ты сможешь ее защитить. А, не, это бухло, кажется. Блин, он как бы... Походу, после этой роли смог сыграть ту другую роль, где он бухал. Помните тот фильм, как он назывался? Где они изучали влияние алкоголя. Типа как ученые а-ля. Минимального воздействия алкоголя, типа это крутая тема. Остались только мы с тобой, Бебе. Ты и я. Мы с тобой друзья. Тебя. Вот увидишь. Сэм, загляни в терминал доставки Озерного. Да хорошо, хорошо. Сэм, напоминаю, сейчас твоя задача протянуть хиральную сеть от Озерного узла до Южного. Для этого тебе нужно превратить убежище выживальщиков в пункты. Это будет тяжело. Фрэджайл пыталась с ними договориться, но ты же знаешь, какие они. Грубоватые Кое-кто такие. из них не хочет иметь дел с Юсей. Мы должны доказать им, что с нами будет лучше. Выясни, что им нужно и что мы можем им дать, а затем доставь это. Тогда они, возможно, согласятся присоединиться к нам. Ладно, за работу. Список заказов в терминале. Так, нихера там 3 заказа. Вот столько гранат, наверное, нормально. Вот столько, окей. 2 ПХК. Окей. Все, нести на спине. Авторазмещение груза. Окей. Ёбана. Это довольно необычный заказ. Тщательно Хрупкий изучи груз. ключевые детали.
Блин, ну прям супер аккуратно надо все нести. Так, многовато веса. Так. Так, граната 0. Хранилище. Ну, не знаю, ПХК может понадобиться. Сейчас посмотрим, может, что сразу построю. Так, ботинки пока не надо. Так, пакеты крови тоже. Все, нормально. Заказ назначен. Сканирую. Счастливого пути. Ты находишься на территории мулов. Двигайся быстро и тихо. Ведь если тебя увидят, если поймают... Не верится, что их родители тоже были носильщиками и рисковали жизнями, чтобы сохранить страну. А теперь работу продолжают их сломленные дети, не понимая, что она раньше значила. Для них доставка — это ритуал, неутолимое пристрастие. И они придут к тебе, чтобы получить свою дозу. Мул, говоришь? Я что-то не понимаю, погодите. Мне в эту сторону идти надо. Ух ты, через разрушенный город идем. Ну, понеслась. Эй! Да что такое? А? Ёпта, я что-то не понимаю. Да пиздец, а как так-то вообще я не понимаю. И все это время не в ту сторону бежал. Блин, капец, им машину жалко, а. Дали бы хоть одну погонять. Сволочь. Я, кстати, могу вернуться туда вниз и
залутать утерянный груз. Плюс доверие будет. Блин, груз там, кстати, очень тяжелый. Инструменты и топливный резерв. Теперь их нет. Вон. Окей. Классно. Да хоть одну дать погонять, уроды. Счастливого пути. Это где сказали? В игре, что ли? Я уж подумал, мимолет. Счастливого пути. Оружие разрешено. И впредь так держать. Интересно. Дороги. Когда-то раньше тут проходило шоссе. Первая разведгруппа оставила асфальтоукладчик, но тебе понадобится не только он. Ах, ебать, целую дорогу построить можно, ничего себе. $800 металлов, 600 керамики, 150 хиральных кристаллов. Погоди, а у меня хиральных кристаллов разве нету? А, есть. Ну и все. Так, получается, металл и керамика осталось. Картриджи. Карики. А что такое? Чуть не прокинулся.
Как будто бы иногда спотыкаться полезно, потому что ты ускоряешься. Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Добро пожаловать в Озерный узел. Идите в распределительный центр. Обеззараживание костюма. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер и Бриджес. И впредь так держать. Привет, Сэм. Благодаря таким, как ты, я рад быть частью Бриджеса. Спасибо, Сэм. Привет, токарь. До следующей... Отлично. Счастливого пути. И впредь так держать. Привет, София, здорово. Наш олимпийский чемпион бежит вперед. Счастливого пути. Оружие разрешено. И впредь так держать. Ага. Так. Я его даже вижу. Понимаю. А там негодяй. И впредь так держать. Ебаный стыд. Хочешь мочу? Держи, братан. А, тварь! Бля, ебать он нахуй, гондон. На, сука, на, сука. На, сука, на, сука. На, сука, на, сука. На. Блять, хуесос. На.
потерялся! Как это работает? Бля, да ну нахуй. Ой, бля, да ну нахуй. Пиздец. Господи. Вот же уёбки ебаные. Да, фул украли. Да ебаный рот, блять, успокойся. Так. Похоже, что у тебя там пустой контейнер, да? Отправляй подобный хлам в... Окей, окей. Короче, надо прям стелслух просто подрубать. Я хз. Сейчас будем возвращать груз. Хули делать. Так, вижу одного ёбка. С этой стороны вроде никого. Бля, только не смотри в эту сторону, не смотри в эту сторону, не смотри в эту сторону. Братишка, не смотри в эту сторону. Где такая пизда, чел. Все, я мститель нахуй. О, вон их дохуя. Вон того дальнего бы отобрать, ну, сейчас загасить. Причем тут высокая трава рядом. Выгодно. Так. Он загрелся на трупик. Ну, на тело. Окей. О, керамика, кстати. Нужная хуйня для меня. Откуда тут хер взялся? Чел? И мне показалось. А, вон он, нифига себе. А, нихера их много. Понеслась. Да, блядь, придурок хуев, сука, заебал. Ты долбоёб, блядь. Охуеть, он тупой. Бля, заебал.
Да какой нахуй взять левую руку? Ты прикалываешься или как вообще? На, блядь, на, блядь, на, блядь, мабля, 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 мабля. Связать его не судьба, да, вообще? Что, боевка говно, да? Да вообще непонятно. То есть кнопки привязаны к другим действиям, и из-за этого ты пиздец путаешься, нахуй. Ну то есть он, блядь, вдруг начинает тебя вдруг поднимать ебучий этот, как называется? Кейс? Хотя должен связать типа врага. Но я не понял. То есть их связывать не обязательно, что ли? Они просто будут сейчас вот так вот лежать и спать? Но они же проснутся, не? Да, ну туфта какая-то. Ну ёбаный рот, остановись, пожалуйста, еба. Всё. Бля, они бегут. Ну пизда, последний момент заметил. Да не, я встался. Я уверен, Кодзима сделал меня невидимым. Да. Он не понимает, где я нахожусь. Ладно, давайте пойдем поближе к нему. В принципе. Да и он, наверное, и один остался, в принципе. Блин. Толпа гопников. Ёпта. Так, там еще один, по-моему, есть, последний. Ластовый. Самый ластовый. А, нифига не придумали, ты прикинь? Голограмма. Камня? На самом деле камня там нет. Хитрожопые уроды. Годзима гений, вены. Это куда? Я понял. Понимаю. Ну все, превозмогаем. Потопали.
Ебать. Радуга. Что происходит? Это же плохо. Туда, короче, идти не стоит. Да, ну меня какой-то черт заметил. Да серьезно? Да ну нет, он труп сейчас развяжет, сука. Тело точнее. Все, теперь их двое. Я поймаю. Вообще не прикольно. А, да? Охуенно ты придумал, Годзима. Ебать, ну все, блядь. Понеслась. Я не могу пользоваться этим говном. Ну все, блядь. Ёлоп! Бля, сука, да заебал! Ну нихуя себе, блядь. Давай, очухивайся. Да, блядь, да что за нахуй? Ты серьезно потерял сознание, нахуй? От чего? Сука. Какой же он немощный хуесос. Почему он упал вообще, я не понимаю. Пипец. Ой, господи. Бля, заебал меня эти хуесосы, сейчас просто заебут реально. Я надеюсь, они не возрождаются. Надо было гранат кидать, блядь. Вот я, конечно, сам виноват. Да. Я что-то не понял, откуда мне столько говна, вообще не понял. А, то, что я выкинул на землю. Ну, тогда уж сюда закину. Блин, вот козлы. Именно вот важные ресурсы они меня украли. Только важные украдут. Капец. То, что квестовым. Что такое? Сандальник? Вот так. Сандальник. А, это прям на крайний случай, да? Сандальник. Прикольно. Блять, ты чё, долбоёб, нахуй? Несерьезно, блять.
Ну Кодзима реально конченый или как? Он... Они типа всех разбудили, да? Бля, ну гений, конечно, ну пиздец. Ну. Что-то мне от его гениальности не прикольно как-то. Там 5. Да, и вот этих 5 разъебу. Там постройки и все такое, и потом все не так близко друг к другу, точнее, не открытая местность. Поэтому как будто бы я тут смогу что-то сделать. О, сука, смотри-ка, пошел проверять. На, заебал. Я Бэтмен! Блять, этот придурок опять, сука, подобрал какую-то хуйню, я не поэтому ничего не мог сделать. Ма, блядь, ёбаная. Бэтмен! Все, блядь. А, нихуя. Бэм, 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 нахуй. Бэм на, бэм на, бэм на. Все, лежать, сосать. О, сука. Бэтмен. 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 Говно выкинем. Использованное. Да, лестница, наверное, тоже. Выкинем. Сейчас 2 ходки тут сделаем, туда и обратно. Не, ну ладно, короче, боевка нормальная. Просто надо ресурсами пользоваться. Если ты не будешь пользоваться ресурсами, то тебя выебут, конечно. Ну, то есть как Бэтмен. Пиху, 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 закидываешь там бомбочки с говном. Они пытаются вытереть свои глаза и так далее. А ты такой: I'm Batman. И всех убиваешь. Так что так, да, так что так.
Блин, я скоро эту дорогу построю, прикинь. Нормально, нормально. Херня осталась. Короче, металлы все сейчас закинем туда. Там сотка, что ли, есть. 100 с чем-то. И самое главное, керамика. Керамика, походу, редкая. Довольно-таки. Короче, в принципе, можно не париться и врываться всегда, короче. Можно врываться. Вообще. Не переживать. Тупо врываемся и всегда разносим всем лица. Нормальная тема. Да, блин, ну серьезно. Что там такое? Ну, уже другое дело. Я думаю, в принципе, можно здесь оставить весь груз, этот, который я должен отнести. А, тут утерянный груз есть еще. Надо будет слегка починить весь этот кал. Привет, чуная. Самокат купи. Да я бы рад. Я не против. Я не противник самокат. Да, блин, ну что ты будешь делать? Какая же тупая херня вот именно вот в этом теме. То, что ты, короче... Когда нажимаешь левую или правую кнопку мыши, он берет левую или правую руку. Да, звучит удобно, но на деле, когда тебе нужно что-то сделать рядом с грузом, например, ну не знаю, ударить кого-нибудь или там применить какую-нибудь херню. Ну тут, короче, дело в привычке и все такое, ну максимально непривычно, неинтуитивно. Я еще не привык к такому управлению. Блин, урода, почему у них нету транспорта? Было бы классно. Так. Нахер это дерьмо.
Ай, ну блин. Так не знал, что это произойдет сейчас. Ладно. Пока не жадничаем. Сейчас дорогу построим. Ну, правда, до хера керамики еще надо, но... Мне кажется, построим. Обязательно нагружаться? Ну... Ну, не то, чтобы обязательно. Я что-то не понимаю. Все, четко. Осталась керамика. Это я заберу на обратном пути. Ну, точнее, когда буду идти по сюжету. Сейчас я вот сюда вот подойду, возьму металла. И там еще кое-что было. И пойду к той дороге, потом еще утерянные грузы отдам. И пойдем сюда. Пока надо пользоваться всем этим, раз уж я всех мулов побил. Все, обуви хана. Все, сандалием пошли. Да ну тормози, чел. Ох, ядрить. Все. Чё? Спят. Спят пустые сепаратисты. Гниды спят. Ла-ла-ла-ла-ла. Талом с кровью закидали. И ебальник разнесли. Ебальник разнесли. Да ноги целы. В принципе, только осталось, конечно. Не очень хорошая. Да ёб твою мать. Эксплат такой себе тоже будет. Ну как?
Опять же, металлы все доставили, но... Всего лишь. Ладно, остальное дерьмо доставим на базу. Вот бы душ принять, господи. Но я боюсь пойти в убежище, потому что, очевидно, блин, эти уроды появятся потом опять же. 100% появятся. Прям гадалки не ходи, не появятся. И мой ценный груз там валяется. Херовая идея какая-то. Отдыхать. Если это так работает, конечно, но я почему-то уверен, что это так работает. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Добро пожаловать в Озерный узел. Идите в распределительный центр. Да блин. Понастроили стенок. Тихонько. В одних сандалиях прибежал. Ё-моё. Обеззараживание костюма. Состояние обуви неудовлетворительно. Рекомендована замена. Утерянный груз. Привет. Как дела? Благодаря таким, как ты, я рад быть частью Бриджеса. Спасибо, Сэм. Так, сейчас связь должна быть побольше. Ура! Пробили. Тройку пробили. Но мне ничего не дали, да? Бриджес доволен. 2000 с чем-то. Нихера себе. Грузчик профи. Мощно, мощно. До следующей доставки. Так. Ну, теперь мне надо... ботиночки. Один груз обманку. Не знаю зачем, но пускай. Один ПХК есть. Пакет с кровью. Понятно. Подтвердить. Так, да, в переработку закинем все металлы. Угу. Спиральный кристалл отдельно. Так, и общее хранилище, переработка. Блин, ну как будто надо отдыхать один хер. Ай, бля, ладно, пойдем отдохнем. Если они появятся, то это очень печально. Я просто уверен, что до всех адресатов не дойду с нынешним состоянием. Прям 100% не дойду.
Ну, одна граната. Неплохо. О, еще жестко посру, наверное. Я уже дохера этих червячков поел. Блин, только одна? Серьезно? Ну, зато мочи-то сколько. Так. Энергосов пьем жестко. Веселиться. Сморила, да? Сканирую. Счастливого пути. Встреч так держать. Так. Чуть не упал.
Ладно, пошли. Счастливого пути. Это же будет нормально, если я, типа, вот, в игре сяду спать Норманом Ридусом. Ну, где-нибудь здесь в дороге. И в категории Твича поставлю Just Sleeping. Это ж как будто легитимно, да? Так держать. Да ну брось, они тут что ли реально. Да хотя вроде нет. О, нормально. Все-таки Кодзима реально гений, а не душнило. Нормально. Вот если бы они после одного сна возрождались, это был пиздец. Блять, я утерянный просто в оружии. Надо было отнести туда. Так, давайте-ка эти детали оружия тогда здесь скинем. Да ё-моё. Ай, блин, тихо. У меня есть лестница? Вряд ли, да? Ну да, сильно вряд ли. Ну ладно, ничего страшного, можно обойти. Херня. Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Удостоверение Fragile Express проверено. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Доставляю груз. Спасибо. Сэм Бриджес, да? Я о тебе слышал. Это случайно не этот, который спираль сделал? Спасибо, что принес мне это. Спасибо. Без доставок Fragile Express... Автор Да, я проверю. спирали. Как-то его звали, я не помню. Ого. Ты был очень аккуратен. Я сообщу Бриджесам, как идут испытания. Спасибо. Как его звали?
кое-что понять. Это насчет Фреджи. Наверное, ты слышал, что она помогала террористам, что ей было плевать, кто пострадает. Но знаешь, это все вранье. Она и ее люди рисковали жизнью, доставляя нам необходимое. Она настоящая героиня. Знаешь, я родился в этом убежище. Весь мир был для меня внутри этих стен. Поэтому, когда люди говорят про Америку, я вообще не понимаю, о чем они. Но если этот Кьюпид подключит А если меня ко всем, Япония? то это изменится. Так что да, я хочу вступить в UCA. Хочу увидеть, Молодец. чего был лишен. Спиральная сеть. Нихуя. Чего? Это что, экзоскелет? Да, это он. Как его звали? Теперь мой личный 3D-принтер подключен к хиральной сети. Если все сработает, прибор Эва Био даст возможность создавать самые разные объекты из архива. Мы сможем восстановить Америку по частям. А я пока воспользуюсь сетью и узнаю, что происходит в городах. Буду следить за мулами и террористами. Ты словно принес мне целый мир в этой коробке. Спасибо, Сэм. Приходи еще. Ах, да. У меня есть одна штука, и я хочу, чтобы ты ее испытал. Помощник, которого я изобрел. В симуляторах все идеально, но кто-то должен испытать его в поле. И если он облегчит твою работу, тем лучше. Окей. Сэм, активные контуры прикрепляются к твоим ногам, улучшая твои физические возможности. Вот у тебя активный контур, предназначенный для усиления суставов. АК сам по себе оказывает тебе поддержку, но ты можешь дополнительно усилить его потенциал. Давай, испытай эту штуку. Она тебе понравится. Большое спасибо. Возвращайся скорее. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше... Так, это один пункт выживальщиков. Осталось 2. Спасибо тебе. Я что-то не понял. Оружие разрешено. Переносится на спине. Из-за этого? Я... Хер его знает. Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Обнаружено оружие. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер Бриджес. Мне кажется. А, это сюда.
М. Заказ назначен. Так, я что-то не пойму. М. Аккумулятор Сэма. Русском-транспорт. Пирамиды. Блин, пиздец. А как в этом найти этот? Ну, транспорт. До скорой встречи, до скорой встречи. Если к ногам прикреплен груз. Блять, я только сейчас прочитал. Нифига. И к ноге там уже ничего нельзя поставить, да? Ага, понял. И какая у меня? 208, 245 грузоподъемность, нихуя себе. Оружие разрешено. Блин, этот Гэндон на вершине живет. Очень вовремя. Чё-то.
Амелия, слава богу.
Стример спит. Сейчас. Ну, потопали. А что за музыка играет? Утерянный груз, мусор, инженер. Что, реально? Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято в твой зал. Зачем им мусор? Не понимаю. Наверное, сырье для принтера или типа того. Наверное, всему можно найти какое-то объяснение. Отлично. Так, ладно. Надо построить маршрут до Старейшины. Наверное, стоит пойти как-то вот так. Оружие разрешено.
сюда вот, видимо, лезть не стоит. Надо как-то идти вот вдоль по зелени. А. Совсем забыл. Эй, надо будет рамку для вебки поменять. А так она вот выглядит вот так вот на самом деле. Ну, по идее, красиво, но нихуя непонятно и выглядит не очень, когда она маленькая. Блин. Ну да. Ну, как бы то ни было, попрактиковался. Рисованием называется. О, тихо. И посылку не отдают. Вчера пришел, говорят, посылку задержали. На таможне неси документы. Сегодня прихожу и говорю, но у меня еще там имя неверно указано. Они говорят, ходи в понедельник. Душит и душит. Получается. Ну, вот это я нормально сделал, да. Прикольно. Так, и тут я попробую поставить ПХК. Нет? Нет хиральной херни, блин. Когда GTA починишь? Ну, не знаю, может завтра. Да там... У меня-то GTA есть. Epic Game Story. Он просто сам почему-то не работает. Я бы сразу в него поиграл бы. То есть прям лицуху, ничего не это. Но походу придется пиратскую версию качать. Просто я со всей, как бы это сказать, ответственностью заявляю, что я купил игру, по сути. Она у меня есть купленная. А так придется пиратить, видать. Почему-то Rockstar Games Launcher не работает. Херня какая-то. Короче, когда Rockstar Games SDK после лаунчера включается, он начинает пиздеть. При запуске игры устанавливал Rockstar Games Launcher. Отдельно с сайта скачивал. Один хер. Ты ничего не просишь
Посмотрим, как там груз. Ого, это потрясающе. Великолепно. Спасибо. Дедушка доволен. Awesome. Ты здесь по поручению Fragile Express. Скажите, что вы порвались с террористами, да? Когда Fragile, дочь основателя, начала общаться с другими курьерами, здесь стало немного жутковато. По слухам, это она устроила взрыв в среднем узле. И отчасти я в это верю. Возможно, конечно, что она просто одна из их жертв. Ты Потому что мудак. Я не против с Бриджесом, Это какие-то но в актеры. PCA я вступать Короче. не собираюсь. Если не Ну, точнее, не то чтобы актеры, а какие-то известные люди. В том другом убежище тоже был такой человек без шапки. Это был японец. Создатель этого манги «Спираль». Недавно еще экранизация была, аниме. Ужастик «Спираль» называется. Все слышали они, по-моему, кто в интернете сидит. Как полноправные участники. Так же, как и ты можешь У меня еще в пополнять телеге свои очень много припасы, новостей по нему было. используя их хиральные принтеры. Все серии, кстати, не Однако смотрел, только они первую. не обязаны отправлять нам данные. Поэтому не рассчитывай на их сведения или помощь в разработке технологий. В идеале, конечно, все люди должны быть частью UCA. Но если это невозможно, наша цель сделать их частью сети. И может быть потом они передумают. Кьюпид взаимодействует с терминалом по-разному, в зависимости от типа контракта. Подключи Кьюпид и проверь. То есть эта мразь мне особо помогать не собирается, даже разработки не будет доступна. Но он в обиде за то, что Fragile сделала херню в прошлом. Понять может. Так, даже слезки потекли. Вот что это за актер? Кто это? Или не актер? Может, писатель? Я хз. Блин, во втором Death Stranding там так дохера актеров. Ёбана-бобана. Там очень много известных людей. Жду второй Её Death Stranding компания теперь. стала слишком крупной. В такое время мы все должны быть тесно спаяны друг с другом. Это относится и к курьерам. Иначе мы будем совершать одни и те же ошибки. Республики, федерации, коалиции, государства. Объединять таких разных людей, от этого добра не жди. Ну, отчасти он прав. Извини, я уже давно ни с кем не разговаривал. Счастливого пути. До встречи, Сэм. О, на ПК с Last of Us. Блин, Last of Us, это заебись. Она же очень мясная, крутая. Ну, блин, конечно, сюжет говна. Хотя, возможно, я даже поменяю свое мнение, кто его знает. Но, в общем-то, да, надо бы чекать. Чекать надо. Он того стоит, очевидно. Много прошел. Ну так. Сейчас объединяю Озерный и близлежащие какие-то маленькие домики. Отлично, Сэм. Уже 2 пункта интегрированы в хиральную сеть. Остался еще один. Не пойдет, Сэм. Постройки нельзя располагать так близко. Выбери какое-нибудь другое место за пределами кольца. Покажи карту. Вот это, вот это.
Да нормально. Мне не хватает игр таких, как Детройт. Может, кстати, Детройт поиграем как-нибудь. Строительство завершено. Ну да, я понимаю. Но Until Dawn это слишком такой, типа, ну, слишком завязан вокруг жанра. Если вспоминать Until Dawn. Ну, Детройт довольно-таки охуенная, да. То есть... без иронии. Ёб твою мать. Так. Так, если я буду спускаться посюда, то, наверное... Вот следы чьи-то есть. Наверное, вот стоит пойти вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так. Вот. Не, ну что-то типа кино, конечно, там нету open world, но каждое решение отражается в будущем. Не, это я понимаю. Но вот именно Детройт, что он цепляет тем, что он такой весь... Спокойно. С хорошим таким сюжетом. Ну, то есть там сюжет такой, как бы это сказать, интересный. Тематика сюжета такой, ну, офигенная. Является там ли андроид с сознанием, типа, человеком или нет, там. Вот это вот. Типа, где граница между этими вещами и так далее. Ну, такая, типа, дает о чем задуматься. Если действительно андроид переживает и испытывает какие-то эмоции, там, прочее и так далее, то почему он не может считаться человеком, не иметь равные права с ним? Тут такая штука. Довольно-таки глубокая. Пролинейность. Сабнавтику. У меня, кстати, дети в Сабнавтику играли. Ну, вроде им понравилось в целом. Но ни хера не поняли, конечно. Блять, вот же хуесос. Бля, может ворваться? Жестко ворваться. Бля, нихуя не притаранили машину. Да, блядь! Бля, я в говне, походу.
Давай, блядь, ёбаный гондон, хуесос! Спасибо. Так. Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Да пошел ты нахуй! Нет, 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 не смей, блядь! Гондон! Да, блядь, сука, ну дай отдохнуть-то, ёбаный в рот. Блядь, пиздец, дрочит меня и дрочит. Пиздец, он все спиздил меня теперь. И где я появлюсь? Перчил обед, теперь глаз почесал. Да ё-моё. Надо быть аккуратным. Да ёбаный стыд. Какой же пиздец. Да за что? Он еще и супер высоко, да? Да куда меня резнуло вообще? Не понимаю. Пиццу-то брали. Блин, грустно. Карточный стимулятор. Блин, деду таблетки несем. Сегодня хороший день. Спасибо за помощь. За помощь. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято. Спасибо, что снова зашел. Я всегда рад тебя видеть. Если бы не такие, как ты, я бы давно отбросил копыта. Так что знай, что я благодарен тебе. Хотя и редко говорю об этом вслух. Вот бы знать, кто это. Ну, в плане писатель, актер или кто он там. До свидания. Я что-то не помню его лица вообще, в принципе. Отлично. То, что он без шапки, это, ну, явно означает, что он какой-то крутой хер. Может, это Хичкок. Как будто бы похож. Ебрить, нифига себе. Вот это я покатушка. Молот, ПХК.
Как бы кубарем не упасть. Не, ну против этих уродов без без кровяных гранат вообще, ну, делать нечего. Херня полная. Я ни хера не смогу сделать. Блин. Ну, кстати, якорный крюк. Почему бы и нет? Сейчас я постараюсь поставить якорные крюки для удобства потом. На будущее. Вот так вот подниматься заебешь. Вот так вот, в принципе, окей. Давай дальше протянем еще веревку. Может, аж до сюда. Кстати, дотягивается. Кайф. Нормально. Ну все, пошел я бить ебало. Как бы мне ебало не разбили в ответ. Но это очень, как бы это очевиднее всего, что случится со мной. У меня есть, в принципе, одна граната. Экс-граната. Моча. Я могу банку с мочой кинуть в них. Прям Team Fortress, да? Блин, машина разъезжается. Уникальный инструмент. Старое вино. Ебать. Старые книги. Вау. Вау. Сколько керамики. Охуеть. Я это смогу построить дорогу. Реально. Не, я в натуре смогу построить дорогу. Что-то я не понял. А вот это вот все я взять не могу, да?
Ну-ка, дай-ка я это все вот сюда отнесу. И оттуда напрямую направлюсь вот туда, куда я шел. Построил торговый центр. Токарева в мэры Америки. Района Озерного. Я думаю, они бы это оценили. Правда, охуели бы от того, что, типа, о смысле, типа, а чё платить, а как платить? А деньги где? А как? Прикинь, все безвозмездно. Я просто курьер, который, типа, старается максимально спасти человечество. Доставляя грузы, вся херня. Потому что человечество пизда полная. Такие дела, блин. Коммерсанты в этом мире не выживут. Мы ожидали вас, Сэм. Блин, скажите, пожалуйста, что я могу включить музыку, но это пиздец. Тут музыка слишком хорошая. Да блядь. Надеюсь, мне потом дадут музыкальный плеер. Зная как Диму, он такую хуйню явно предусмотрел. 100%. Должно быть. Ну, тут такая стрёмная херня какая-то. Типа, не знаю даже как назвать ее. Какая-то штука. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Привет. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего... Привет, Сэм. Какая-то херня творится В паранормальная. отличном состоянии. О, жизнь он доволен. Ну все. Ну все, нормально, нормально. Живем. Спасибо. До встречи. Отлично. До... Серебристый. Золотой. Дай серебристый сделаю. И дымовые гранаты, бля. Я сейчас пойду и просто, ну нахуй, этих гондонов всех поубиваю. Ща, бля, будет вообще Бэтмен момент, нахуй. Жесткий Бэтмен момент. Я вам говорю.
Блин, чел, не умирай. Так, ща. О, все, мощь и сила, которая не снилась кому-то там. Так. Ну что ж, мне надо керамику, старые книги, уникальные инструменты доставить, да? Так, здесь я, пожалуй, сейчас оставлю... Ебать. Тут нахуя чё? Ладно, тут, короче, надо оставить все. Сейчас, погодите, надо силовой контур взять. И... разобрать его. Доставляю груз. Благодарю вас за... Найс, найс. Так, теперь все вставляем в личное хранилище. Наверное, буквально все. Ну, кроме разве что 2 лестниц. Да ёбаный стыд. Спасибо за ваш вклад. Так. Блин. Так. Дымовая граната 2-го уровня, кстати. Он, наверное... Б5. Да, 5. Боезапас 5. Ну, нормально, в принципе. Большое количество. Смолы мне нахер не нужны. Так, ну, в принципе... подожди, кстати, детали оружия давай скинем, потому что, ну, тоже нахер не надо пока что. Сейчас я собираюсь туда-обратно сбегать. Доставка энергетических напитков старейшине. Блин. Вот же мудак. Ну ладно, это надо делать, потому что... Старика надо как-то умасливать, иначе он с нами вообще не будет хорошо дружить. Надо подружиться с ним. Заказ назначен. Так. Ну ты чё? Плохо тебе? Так, груз. Уникальный инструмент стартинг. Так. Сейчас, короче, возвращаемся обратно. К лагерю этих бомжей. В чем суть? Сейчас я просто возвращаюсь. Так, давай тут даже лестницу поставлю. Потому что мне их много.
И собираю керамику. Мне керамика нужна вообще в большом количестве. И тогда я дорогу смогу построить. А по дороге бежать, ну, намного прикольнее будет. По очевидным причинам. Ну и потом, я думаю, скорость какая-то будет увеличенная. И до хера лайков соберем. Местных челиков. Так, надо энергетику выбить. Так, давай-ка Биби покачаем. Потом что-то совсем... Блин, у меня с ним связь вообще какая-то плохая. Надо ухаживать за нашим малышом. Ну все. Молодцы. О, керамика. Зачем он с тобой? Он предупреждает о приближении тварей. Мертвых людях. Сложно объяснить эту тему. Такие вот, короче, такие разностремные существа есть. Вокруг них обычно дождь идет, и когда ты попадаешь в эту зону, иногда бывает так, что ты никак не можешь обойти такие места, и просто путь лежит через такие зоны. И поэтому необходимо следить за настроением Биби, этого малыша, который имеет большую связь с потусторонним миром. И он указывает тебе направление, где они находятся, эти монстры. Чем чревата вообще встреча с монстрами? Они сильно повреждают груз и убивают, в принципе, и делают огромные взрывы. И эти взрывы, ну, я тебе скажу, ну, пиздец полный. А, груз пропал весь. Понял, да? Ну ладно, бля. Все, Бэтмен. Бэтмен. Я Бэтмен. Я Бэтмен! Бэтмен! Да, водятел говна. Выходи. Пизды тебе дам. Блин, надеюсь, я смогу угнать его машину. Бэтмен! Куда, блядь? Я Бэтмен, блядь! Нет, я Бэтмен! Бэтмен! Бэтмен!
Фух. Есть еще? Там транспорт реально. Бэтмен. Все, всех разъебал. Боже, я хорош. Я еще машину получил. Ебать. Все, силен. Так. Давай присядем на секундочку. Ах, ебать. Не, ну жестко, жестко. Помассируем плечи. Все-таки я ими размахивал жестко. Кулаки летели. Базуки работали. Все правильно, все правильно. Встаем. Ну боже. Это жестко, это жестко. Так, сейчас погрузим все в машину. И я эту машину понесу к дороге. И все там сделаю вообще. Все. Так. Все, 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 все. Охуенно просто. Ебать! Ладно. Электрический, кстати. Электромобиль. Класс. Ну а что поделать? Ну а что поделать? Ой-ой-ой-ой-ой. Ща, понесем, понесем. Да нифига, вот эта проработанность. Видели? Круто, да? Да как будто бы... Окей. Так. Ага, хорошо. Блин, в этот транспорт, походу, может погрузить вообще дохера всего. О, а тут еще и столько вот этих вот. Не, ну это вообще нормально было. О, ну это вообще кайф. Так. Неустойчивый высокий. Короче, вот это все говно тоже положим, пожалуй. Не понял. А, что, все? Дальше никак?
А, ну тогда из машины, пожалуй, вытащим. Угу. Так, грузовик. О, погрузить на транспорт. Лишние грузы будут выгружены. Блин, да ладно. Ну ладно, в принципе, туда-обратно съездим. Херня. Херня, да? Ну вот, в принципе, нормально. 80-ки всякие так, ну, всякое такое говно я выкинул. Так, стимулирующие напитки. Это на спину, пожалуй. Утерянные грузы. Герметики. Вот это дерьмо. Тоже на спину. Ну и поехали, я думаю, чё. Хотя вот непонятно, я... Ага, вот, не смогу, да? Потому что у меня за спиной груз. Ну, придумано, конечно, да. Ну, хорошо, ладно. Так, все, убедил. Тогда попробуем. Это вот у меня на спине. Да, вот этого хватает, как будто бы для постройки дороги. Ладно, я вернусь. Я сейчас вернусь. Блин, вот дохуя еще места, и почему он положить не может? Охуенная тачка. Ресурс какие, да? Едный. Сканирую. Сканирую удостоверение. Припись. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Так. Старинная картина. В смысле? Спасибо. Отлично. До скорой встречи. До скорой встречи, до скорой встречи. Оружие разрешено. Ха-ха-ха. Вы гляньте на этих уродов. Он топает, топает. Ща будет Кармагеддон, блядь. Здорово, Гондон. Блядь.
Ну чем не GTA? На, сука, лежи. Подохни, Гендон. Это дорожная ярость. А, блядь. В смысле, моя машина отъехала? О нет, они попали в машину. Но я Бэтмен. Я Бэтмен. Все, пизда, я не Бэтмен. Блядь, быстрее садись в машину. Пошел ты нахуй, игра, блядь. Ёбаный рот, и чё, куда моя машина делась? Бля, нет. Нет, 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 нет. Где моя тачка, чувак, блядь? Нахар было. Не, ну граната, конечно, намного эффективнее. Да блять, ты заебал.
Ну все, давай. Бля, дохуя потратил. По-моему, больше не осталось. Последнее. Блять, откуда ты взялся? Все, блять, игра, не надо нахуй. Ни души. Молю, блять. Все, я в стелсе. Я в стелсе. Расслабься. Не вокруг никого. Всем на меня похуй. Бля, игра, пожалуйста, ну не надо. Ладно. Я тебя понял. Все, смотрю, успокоились. Все. Дорога восстановлена. Ебать. Нихуя. Магистраль.
Так, я не понял, а где моя машина, нахуй? Там ее как будто бы нет. То есть она вернулась обратно туда? Не, ну дорога топ. Топовая тема. Лайк на ответе. Впредь так держать. Чего? А, недостаточно? Ля. Ну, охуенно. Ну, красота. Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Добро пожаловать в озерный узел. Идите в распределительный центр. Блин, машину очень жалко. Безумно жалко. Сейчас пойду отвоевывать машину. Доставлю, доставлю все дерьмо. Состояние обуви неудовлетворительно. Рекомендовано так держать. Привет, Сэм. Рад видеть. Легенда остается легендой. Похоже, все в идеальном состоянии. Спасибо, Сэм. Угу. Блин, что-то маловато. А что так мало, я не понял. Бриджес доволен. Грузчик мастер. Мастер. Великий грузчик. Великий. До следующей доставки. А что это мне дает? Нихуя, да? Так, изготовить снаряжение. Личное хранилище. Ой, бля, сейчас пойду пизды давать уродам ёбаным нахуй. Так, все это дерьмо теперь мы...
Разбираем. А, погоди. Что-то я не то нажал. Переработал. Керамика. Ну, хорошо. Спасибо за ваш вклад. Так. Че, пошли дальше въебывать или отдохнем? Че у нас? Да нормально. Как будто бы нормально. Так, очки Гордона Фримена главное одеть. А, пакетики для крови не взял. Сканирую. Счастливого пути. И впредь так держать. Счастливого пути. Дома кто есть? А, я ПХК не взял. Блядь, да ну нахуй. Извините, но я, бля, ПХК забыл. Удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружен. Добро пожаловать. Идите в распределительный центр. Ну, бывает. А, забудьте. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер, Бриджес. Я Впредь Сэм. так держать. Йо, Сэм. Один ПХК. Ну, как бы... Окей, но... Мне нужно, скорее всего, 2 ПХК. Зарядное устройство хочу построить. Так, я в уборную.
Счастливого пути. Впредь так держать. Держись, так держать. Кстати, попробую создать здесь знак. Не сдавайся. О. Проложенную вами тропой воспользуется кто-то еще. Восстановление вами дорогу используется кто-то еще. Уа! Прикиньте, мою дорогу кто-то использует. Найс! Кайф. Оружие разрешено. Energy Zone. Нифига. Energy Zone. Что это было? Так, здесь построить нельзя. Хорошо. Вот тут, я думаю, можно. Вот это хорошее место было бы, да. Ну, хотя там уже тоже есть. Да, в принципе, оказывается, не надо. Или надо. Нельзя, в принципе. Ну, ладно. Балдежная игра. Спасибо за помощь. Какой придурок здесь веревку поставил? Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Разрешено. Ща. Хочу музыку включить на ней. Блин, может аудиокнигу послушаю? Было бы охуенно, да? Строительство завершено. Как удачно у меня металла тут оказались. А в чем улучшение, хотя бы визуально? Никак. Постройка улучшена. Привет, Сэм. Может быть, ты не знал, улучшенные постройки можно украсить голограммами и музыкой.
Клево, правда? А, Остерегай. бля, вот это беру. Ну, он слишком охуенный. Хотя погоди. В добрый путь. А. Вот оно на коте. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер Бриджес. Там Портер Бриджес. Так, погодите-ка нахуй. У меня чисто генетические гранаты есть, но... Да я вроде бы очистил ту вражескую херню, но тем не менее. Да, блин. А, ладно, короче, я музыку врубаю, потому что это пиздец. Так. А? Тебе просто Чё? нужно рискнуть жизнью, да? Куда? Потом после интереснее бани. Очень вовремя. Еще немного. Да, блин. Прикиньте, найти не могу. Удалили, что ли?
нечто. Нет, это не то. Да. Питер Уотс. Ничтожество. Я Блэр. Я бегу через черный вход, в то время как мир вламывается спереди. Я Коппер. Я воскресаю из мертвых. Я Чарльз. Я охраняю главный вход. Имена не важны. Они всего лишь временные носители, не более того. Всякая биомасса взаимозаменяема. Это все, что мне осталось. А, во-во-во. Нашел. За делами других. Пожалуйста, Макреди. Метеоролог Макреди, вышедший к столу из клубов табачного дыма, производил... Проект «Другие миры» представляет. Джон Кэмпбелл. Кто идет? Да, машина вернулась, походу. Вонь стояла страшная. В ней смешались затхлый мужской пот и тяжелый, отдающий рыбьим жиром дух полусгнившего тюленьего мяса. Чем-то заплесневелым несло от пропитанных потом и растаявшим снегом меховых курток. В воздухе висел едкий дым горелого жира. Только во врытых в лед палатках антарктической экспедиции и могла стоять такая вонь. Через все эти привычные Чё за нахуй? запахи Откуда тут человек? машинного масла, людей, собак, кож и мехов слабо пробивался странный чужой аромат, от которого не Ебать их много. на шее. В нем угадывалось что-то живое, но исходило от тюка, упакованного в брезент и перевязанного веревками. Тюк, сырой и чем-то пугающий, лежал на столе под светом электрической лампочки. С него медленно капала вода. Блэр, маленький лысеющий белый... Бля, долбоёб! Выкинь эту хуйню, долбоёбина, сука! Я думаю, всех максимально бесит именно эта хуйня. Начальник экспедиции Гэгри раздвинул белье, висящее на веревке над столом, и подошел ближе. Он медленно обвел глазами людей, набившихся в штабную палатку, как сельдь в бочку. Наконец он выпрямился и кивнул. 37. Все присутствуют. В его низком голосе чувствовался характер прирожденного руководителя, а не только начальника по должности. Вам в общих чертах известна история этой находки. Я советовался со своим заместителем Макреди, а также с Норрисом, Блэром и доктором Коппером. Мы не пришли к единому мнению, и поскольку дело касается всех членов экспедиции, мы решили вынести его на общее обсуждение. Я попрошу Макреди все подробно рассказать вам. До сих пор вы все были заняты исполнением своих непосредственных обязанностей, и у вас не было времени интересоваться делами других. Пожалуйста, Макреди. Метеоролог Макреди, вышедший к столу из клубов табачного дыма, производил впечатление персонажа из забытых мифов. Высокая ожившая бронзовая статуя. Норрис и Блэр согласны в одном.
найденное нами животное неземного происхождения. Норрис предполагает опасность. Блэр считает, что никакой опасности нет. Но я вернусь к тому, как и почему мы его нашли. Насколько было Да известно до нашего... Блять, какой же он долбоёб! Викинг долбоёб! Полюсом Земли. Сука, ахуй! Стрелка компаса указывает Ахуй, именно это сюда. просто чистый Более ахуй. точные физические приборы, разработанные специально для изучения нашей экспедиции магнитного полюса, обнаружили какой-то побочный эффект. Мощное магнитное поле в 80 милях от нашей базы. Держит Мы какую-то отправили хуету туда себя в руках и не исследовательскую отпускает. группу. Нет нужды останавливаться на деталях. То, что мы нашли, не было ни метеоритом, ни золотой руды. Это был космический корабль. Корабль, управляемый силами, неведомыми человеку, и прилетевший из космоса 20 миллионов лет назад, когда Антарктида начала замерзать. С кораблем что-то случилось. Он потерял управление и совершил вынужденную посадку. При посадке он врезался в гранитную скалу. Один из членов экипажа вышел наружу, но это существо заблудилось в пурге в 10 шагах от корабля. Киннер, повар экспедиции, моргнул от напряжения. 5 дней назад он вышел из закопанного в лед лагеря на поверхность, чтобы достать из ледника замороженное мясо. Когда он шел обратно, началась пурга. Белая смерть, летящая по снежной равнине, ослепила его в несколько секунд. Он сбился с дороги. Только полчаса спустя люди, вышедшие из лагеря по веревке, нашли его. Да, человеку или существу ничего не стоило заблудиться здесь в 10 шагах. Пассажир корабля, перебил мысли Киннера голос Макреди, по всей вероятности не представлял, что может случиться. Он сразу замерз. Мы пытались откопать корабль и наткнулись на это существо. Барклай зацепил его череп ледорубом. Когда Барклай понял, на что он наткнулся, он вернулся к трактору, развел костер и вызвал Блэра и доктора Коппера. Самому Барклаю стало плохо. Он 3 дня не мог прийти в себя. Когда прибыли Блэр и Коппер, мы вырубили блок льда вместе с этим животным и погрузили на трактор. Мы хотели все же прокопать туннель к кораблю. Добравшись до борта корабля, мы обнаружили, что он сделан из неизвестных нам металлов, которые не могли взять наши инструменты. Мы нашли входной люк, забитый льдом, и решили растопить лед термитной бомбой. Бомба вспыхнула. Потом пламя начало гаснуть и вдруг забушевало вовсю. Похоже, что корпус корабля был сделан из магнезиевого сплава, но мы не могли этого предвидеть. Магнезий, конечно, загорелся сразу. Вырвалась наружу вся мощь, впитанная неизвестными нам двигателями корабля от магнитного поля Земли. На наших глазах в огненном аду гибли тайны, которые могли бы подарить человечеству звезды. Ледоруб в моей руке раскалился. Металлические пуговицы вплавились в тело. В радиусе мили от места взрыва сгорели все электрические приборы и рации. Если бы не наш трактор с паровым двигателем, мы не вернулись бы обратно на базу. Вот вам и вся история. Макреди повернулся к тюку, лежащему на столе. «Сейчас перед нами стоит проблема», — продолжал гигант. «Блэр хочет исследовать это существо, разморозить и взять пробы тканей. Норрис считает это опасным. Доктор Коппер в основном согласен с Блэром. Конечно, Норрис физик, а не биолог, но я считаю, что мы все обязаны выслушать его аргументы. Блэр дал описание микроорганизмов, которые, как установлено биологами, способны существовать даже в этой холодной и необитаемой стране. Норрис боится, что эти микроорганизмы окажутся губительными для человека, и от них не будет никакой защиты. Блэр придерживается противоположной точки зрения. Норрис взорвался. Плевать я хотел на химию и обмен веществ. Мертвая эта штука или живая, черт ее знает, но не нравится она мне. Блэр, да объясните же вы им всю чудовищность того, что вы предлагаете. Дайте им посмотреть на этот ужас и решить самим, хотят ли они разморозить его у себя в лагере. Разверните его, Блэр.
изъято вплоть до вашего... Блэр распутал веревки и резким движением сбросил брезент. Все застыли, как будто загипнотизированы. В смысле, блядь? А. В смысле, блядь? Оружие разрешено. Вы чё, блядь? Гоньте, что ли, блядь? Чё? Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Удостоверение Fragile Express проверено. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Ну и кто там у нас? Какая знаменитость? Ты ведь не из Fragile Express, да? Купим их кто? Понятно. Бриджес пользуется их удостоверениями. Ну, молодец, сынок. Давай я заберу у тебя это. Упаковка на вид... как новенькая. Ого! Давненько я не видел грузов в таком хорошем состоянии. Большое спасибо. Ха, наверняка это было нелегко. Слушай, зачем тебе это? Все знают, что Fragile стоит за атакой, где погибло полсреднего узла. Только дурак решил бы доверить доставку этой террористке. И тем не менее, ты здесь. Подменяешь ее, чтобы бизнес не загнулся, да? Ха. Слушай, я уже никому не верю. Только не пытайся заманить меня в эту вашу сеть. Ты знаешь, почему в последнее время так много терактов? Потому что вы их всех разозлили своими разговорами об объединении. Вступить в UCA? С тем же успехом я могу тут мишень нарисовать. Доставляй заказы в срок, и мы с тобой поладим. Проблемы мне ни к чему. Должен сказать, мне понравились твои гематические гранаты. Признаю, хорошие штуки. И мне кажется, что в UCA не должны держать их в секрете от всех. Ведь в этих краях работает множество курьеров-фрилансеров. Будь моя воля, я бы набрал этих гранат и раздал их ребятам. Да я тебе дам, мне Хорошие похуй. ребята, это видно. И ты доставил заказ, как я и просил. Но чтобы я согласился на ваше предложение, этого будет мало. Хиральная сеть — это большой шаг. Вот, если бы ты доказал мне, что Бриджесу можно доверять... А, бля. Ща дам. А давай так. Выполни еще один заказ. Данные я загружу вон в тот терминал. Отлично. Доступен новый заказ. Ублюдок. Ублюдок гондонский. Комплект инструментов в моем старом убежище. На нем есть метка, так что найти его будет несложно. Отобру убежище, как доберешься. А, и возьми несколько гематических гранат, что ты принес. Полезно иметь при себе парочку, если тебя прижали твари. Да? Не. Надеюсь, до этого не дойдет. Сука, я почему-то уверен, что дойдет. Ну, бля. Какая же хуйня. Ну, началось, как говорится. Заказ назначен. Ля, какие слабые. Оружие разрешено. Курьер вам. Лайки, лайки. Спасибо. Здоров! Все норм, так держать. Все норм, так держать. Молодца.
Блять, у меня машина заглохла, все, пизда. Блин, ну я не шучу даже. Ебать, тут 5К надо въебать. Хуя себе, я крутой. Ну, экзоскелет, конечно, бомба. Дорога. Двойной прыжок. Что? Мне время воды. Блин, как же хочется энергетика. О, он флоу. А, погоди. А где весь мой груз? Что? То есть... Это нормально. То есть это работает. Так, керамику берем. Больше начинается с малого, как говорится. Разомну-ка я ноги. Вот тот я не открывал ни разу. Посмотри.
What the fuck is this? Анализаторы. What? Привет. Все, поехали. Нихуя себе, керамика плюс 150. Может так хотя бы. Прикинь. Ну вот. Привет, Петров. Здорово. Что, давненько ко мне не заходил? Блин. Господи. Jesus Christ. Что за зверь-машина? У бомжей забрал. Отобрал. Я воин. Бля, заебал. Хули эта хуйня так хуёво работает? Надеюсь, я смогу подняться на вершину. Аккуратненько поднимаемся. Definitive Edition? Не. Просто да, Stranding. Я не знал, что есть Definitive Edition вообще, в принципе. Блядь, у меня машина еще прыгать умеет. Ну, пиздец, что я могу сказать. Да не. Блядь, не. Ну хотя бы.
А, директор скат, которая, что ли? Не. Обычно. Строительство завершено. Так. Не, ну я думаю, что я смогу подняться наверх 100%. Да, блять. Да в рот того, он серьезно. Да, блять, камушек хуйня. Бля, да это просто издевательство. Давай, давай, давай. Да, блять, вот хотелось бы, чтобы никто не видел это говно, потому что это пиздец какой-то. Но, увы, это видят несколько человек. Бля, аккумулятор уже разрядился. Ну, неудивительно. О боже, нахуй. Да, тебе все спасибо. Ясно, я туда не поднимусь ни к коему случаю. Ну, на машине, по крайней мере. Ясно, я понял. Все, не еби мне мозга. Сука. Мусор. Изыскана ручка. Ладно. Сейчас приду. Доставлю хуету. Это моя веревка. Кто-то лайк поставил. Сканирую удостоверение, привет. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято после вашего. Груз проверен. Спасибо.
Только... Старый мудак. Не дает мне даже изготовить ничего вот на своей территории. Побежали, побежали, мы такие, побежали, мы такие, побежали, раз, два, три. Привет, привет. Пресная вода для старейшины. Вот мудила. Серьезно. Этому старому хую нужна эта тема. Так, подождите, а почему мое дерьмо здесь валяется? Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готов. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз. Так, верну пресную воду. Спасибо, что снова зашел. Если бы не такие, как ты, я бы давно отбросил копыта. Так. А это случай мне этот... Как его звали? Блять, я вспомнил. Ну вы поняли, о ком я. Я сказал, что... Но... Я... Ну, если бы... Но... Так... О! Он подсоединяется к нам полностью. Ну этот, блядь. ЧВК Вагнера, главный. Он не умер, он здесь. Чего? Вулканические? Готово. Я подключен? Приятное чувство. Спасибо, что разобрался с этим. До Пожалуйста. Все, пока. Отлично. Хороший дядька. Хороший дядька. Так, забрать материалы. Металлы. Понятно, окей. Оружие разрешено. Так. Ну, допустим. Ага. Да ёбаный стыд. Вот да посмотри. Все в порядке. А я-то я. Ой, стой. Все хорошо. Нормально. Успокойся.
Так, все хорошо, все нормально. Все нормально. Все, по кайфу тебе. Это не наши методы, нет. Ты несешь полную чушь. Прикинь, я был бы таким эмоциональным. Да блин. Да блин, чел. Так, тут нужно одно место чисто, да? Ну, хотя бы так. Мосты появились тут. Ну вот. Ебать, а куда? А, вот мастер. Прямо. А нахуя мне налево? Там, видимо, другой сюжетный тема. Пим, 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 биби. Биби, би. Вот я что, кстати, заметил, токарь. Среди молодежи прям Disco Elysium очень сильно прям, ну, имеет большой такой типа респект. В том плане, что это мега уважаемая игра. Не то чтобы я хотел спросить, почему так, но интересно вдруг стало. Что конкретно видишь во всем этом такого? Не, я про Disco Elysium. Что там конкретно вот прям, ну, тебе нравится? Ну, нихуя там.
А, не слышал? Так, я в туалет. Ой. Эй, ты нужен Бриджесу. Ладно, наслаждайся, пока можешь. Ладно, пошли Встать с колен. Блять. Пожалуйста, доедь. Умоляю. Заебал. Только не отключайся. Да. Пожалуйста, не отключайся. Да ёбаный рот, ну блядь! Типа, вот же граница, вот она, блядь! Ты чё, угораешь нахуй? Бля, да ну я не могу в это говно поверить. То есть этот хуй сейчас мне заставит, блядь, бежать на его укрытие, нахуй. Бля, мои машины будут стоять вот такие вот мертвые. Ну и гендон. Я в ахуе. Да, нормально. У меня гранат много. Бля, тут мост надо построить.
Это что? Горячий источник? What the fuck? Да ладно, я могу помыться? Да, вот это жизнь. Вау. Вообще. Как хорошо. Ну да, там стопудово все будет хуёво. И дождь пошел сразу. Понятно. А я вот пытаюсь выйти из дождя, а он не дает. Дождь продолжается. Давай, соберись. А? Почему у меня голова пропала? Пиздец. Я безголовый. Кстати, самое время включать. Лицом в глыбе льда. В черепе странной формы все еще торчал обломок ледоруба. Три безумных, наполненных ненавистью глаза горели живым огнем. Вместо волос голову обрамляли отвратительные извивающиеся грубые черви. Все отшатнулись от стола. Блэр взял ледоруб. Лед заскрипел, освобождая добычу, которую цепко держал 20 миллионов лет. Клак. Щелкнул счетчик космического излучения. Клак. Клак. Конант вздрогнул и выронил карандаш. Выругавшись, он полез за ним под стол. Щелчки счетчика мешали ему ровно писать. Щелчки и мерные капли с оттаивающего тела, прикрытого брезентом в углу. Конант вытянул из пачки сигарету. Зажигалка не сработала, и он сердито пошарил среди бумаг, ища спички. Спичек не было. Конант решил вытащить щипцами уголок из печки и прикурить от него. Ему не работалось. Все время отвлекало чувство любопытства и нервозности. Он взял со стола лампу и подошел к существу. Оно оттаивало уже 18 часов. Конант ткнул его щипцами с какой-то инстинктивной осторожностью. Тело уже не было твердым, как бронированная плита. Наоборот, оно приобрело упругость резины.
Конан вдруг почувствовал желание вылить на него содержимое лампы и бросить горящую сигарету. 3 красных пылающих глаза бездумно смотрели на него. Смутно он понял, что смотрит в эти глаза уже очень долго, и что они утратили свои бессмысленные выражения. Но почему-то это не казалось важным, так же, как не казались важными медленные движения щупалец, растущих от основания слабо пульсирующей жилы. Конант вернулся к своему столу и сел, глядя на листки бумаги, покрытые вычислениями. Почему-то его больше не отвлекали ни щелканье счетчика, ни шипение угольков в печке. Не отвлек его внимание и скрип половиц за спиной. Блэр мгновенно проснулся, когда над ним нависло лицо Конана. Серьезно? Сначала оно показалось ему продолжением кошмарного сна, но Конант закричал: Блэр! Блэр! Вставай, ты! Бревно проклятое! Разбуженные соседи поднимались со своих коек. Конант выпрямился. Вставайте! Быстро! Твое проклятое животное сбежало! Что? Сбежало? Куда сбежало? Что за чертовщина? Спросил Барклай. Сбежала, тварь проклятая! Я заснул минут 20 назад, а когда проснулся, ее уже не было. Посмотри. Ну, доктор, что вы скажете теперь? Могут эти существа жить или нет? Коппер виновато посмотрел на него. Оно же неземное. Вздохнул он неожиданно. Здесь, видимо, земные представления не годятся. Надо немедленно его найти. Конант выругался. Чудо еще, что эта чертова скотина не сожрала меня спящего. Бледные глаза Блэра наполнились ужасом. А что, если она действительно Надо немедленно начать поиски. Вот и начинай. Это ведь твой любимчик. С меня хватит. 7 часов рядом просидел, пока счетчик щелкал, а вы все выводили рулады носами. Удивляюсь только, как я засну. Пошли в штабную палатку, разбудим Гэри. Вдруг из коридора донесся дикий, совершенно необычный вопль. Все замерли на месте. «Можно считать, нашли», — сказал Конант, сорвав со стены кольт и ледоруб. Оно, видно, забрело в палатку к собакам. Лай, отчаянный вой и шум схватки смешались вместе. Конант рванулся к двери, остальные бросились за ним. У поворота Конант застыл. «Великий Боже!» — только и выдохнул он. 3 выстрела раздались один за другим. Потом еще 2. Револьвер упал на утоптанный снег. Массивное тело Конанта загораживало Барклаю обзор. Но он понял, что Конант принял оборонительную позу с ледорубом в руках. Вой собак стих. В их урчании было что-то смертельно серьезное. Неожиданно Конант ступил в сторону, и Барклай замер на месте. Существо ринулось на Конанта. Человек отчаянно рубанул по извивающимся щупальцам. Красные глаза его противника горели неземной, незнакомой людям ненавистью. Барклай направил струю огнетушителя прямо в них, ослепляя чудовище ядовитой химической струей. Макреди, растолкав остальных, подбежал к ним ближе, держа в руках гигантскую горелку, которой обычно прогревали моторы самолета, и открыл клапан. Собаки отпрянули от почти 3-метрового языка пламени. «Быстро кабель сюда! Стукни в его током, если огонь не поможет!» — кричал Макреди. Норрис и Вен Волл уже тянули кабель. Пасти собак, окруживших чудовище, были такими же красными, как и его глаза. Макреди продолжал держать горелку наготове. Барклай ткнул существо раздвоенным концом кабеля, наспех прикрепленного к длинной палке. Существо дернулось от удара тока. Вдруг огромный черный пес прыгнул на затравленного пришельца и начал рвать его клыками. Красные глаза на ужасном лице затуманились, щупальца задрожали, и вся стая собак бросилась на них. Клыки продолжали рвать уже неподвижное тело. Почему такой баг произошел?
Гэри обвел взглядом переполненную комнату. 32 человека, да еще 5 зашивают раны собакам. Весь персонал на месте. Итак, начал Гэри, все вы знаете, что произошло. Блэр хочет исследовать останки существа, чтобы убедиться в том, что оно окончательно и бесповоротно мертво. Я не знаю даже, видели ли мы его настоящего. Блэр посмотрел на прикрытый брезентом труп. Может быть, оно имитировало образ создателей корабля, но мне кажется, что это не так. Судя по всему, оно родом с более жаркой планеты, чем Земля, и в своем истинном обличье нашей температуры не выдерживает. На Земле нет ни одной формы жизни, приспособленной к антарктической зиме, но лучший компромисс из всех – собака. Оно нашло собак и принялось за вожака, чернока. Остальные собаки всполошились, порвали цепи и напали на существо прежде, чем оно успело закончить свое дело. То, что мы обнаружили, было частично черноком, а частично тем существом, которое мы нашли у корабля. Когда собаки напали на него, оно стало принимать обличье, самое, по его мнению, подходящее для боя, превращаться в какое-то чудовище своей планеты. «Превращаться?» — резко спросил Гэри. «Как?» Все живое состоит из протоплазмы и микроскопических ядер, которые ею управляют. Это существо всего лишь вариация природы. Клетки из протоплазмы, управляемые ядрами. Вы, физики, можете сравнить клетку любого животного существа с атомом. Основная масса атома состоит из орбит электронов, но сущность его определяется ядром. То, с чем мы столкнулись, не выходит за пределы нашего понимания. Все это так же естественно, так же логично, как и любое другое проявление жизни, и повинуется обычным законам. Дело лишь в том, что в протоплазме встреченного нами существа ядра управляют клетками произвольно. Существо переварило чернока и, переваривая, изучило все клетки его тканей, чтобы перестроить свои клетки по их образцу. Блэр отдернул брезент, из-под которого показалась собачья нога. Вот, это не собака, имитация. Но со временем даже с микроскопом нельзя будет отличить перестроенную клетку от настоящей. «А если бы у него хватило времени?» – спросил Норрис. «Тогда оно превратилось бы в собаку, а другие собаки приняли бы ее, и мы тоже, и не смогли бы ее отличить от других ни рентгеном, ни микроскопом, ни другими способами». Мы столкнулись с представителем в высшей степени разумной расы, познавшей тайны биологии и умеющей использовать их. «Что же оно собиралось делать дальше?» – спросил Барклай, глядя на тело под брезентом. «Захватить наш мир, по всей вероятности», – ответил Блэр. «Захватить мир? В одиночку?» – выдохнул Конант. «Нет», – мотнул головой Блэр. «Оно бы стало населением нашего мира». «Как? Бесполовым размножением?» Блэр проглотил слюну. «Гораздо проще. Оно весило 85 фунтов. Чернак весил около 90. Оно превратилось бы в чернака и оставило бы 85 фунтов на Джека, или, скажем, Чунука. Оно ведь способно воспроизвести все, что угодно, кем угодно стать. Попади оно в океан, то стало бы тюленем, а то и 2 тюленями. Эти 2 тюленя напали бы на касатку и стали бы либо касаткой, либо стадом тюленей. А может быть, оно превратилось бы в альбатроса и полетело бы в Южную Америку. Оно непобедимо. Напади на него орел, оно превратится в орла или в орлицу. Чего доброго, совьет еще гнездо и будет нести яйца. Вы уверены, что это исчадие ада мертвое? Тихо спросил доктор Куппер. Да, слава богу. Тогда нам остается только благодарить судьбу за то, что мы в Антарктике, где ему некого имитировать, кроме наших животных. «И нас!» — хихикнул Блэр. «Нас! Собаке не пройти 400 миль до побережья. Ей не хватит еды. Пингвины так далеко не заходят. Мы единственные существа, способные достичь океана. И мы мыслим. Неужели вы не понимаете?»
Оно вынуждено имитировать нас, чтобы добираться дальше нашим самолетом и стать хозяином Земли. Сначала оно само этого не поняло, не успело. Ему пришлось торопиться. А теперь слушайте. Я Пандора. Я открыл этот ящик, и моя единственная надежда на то, что ничего еще не успело выйти из него. Я это сделал, но я и исправил содеянное. Я уничтожил Иди все нахуй, линии. а. Самолет не сможет теперь летать. Блэр снова хихикнул В смысле, и рухнул блядь? в истерике на пол. Я только что убил Черт его, бы блядь. побрал Макреди, буркнул Норрис. Макреди? Удивленно переспросил Гэри. У него была теория относительно кошмаров, когда мы нашли эту тварь. То есть, он тогда еще предполагал, что существо вовсе не умерло, что у него просто во много раз замедлился темп жизни, что такая форма существования позволяла ему осознавать течение времени, заметить наше появление. А мне тогда еще снилось, что оно способно имитировать другие формы жизни. «Так оно и есть», — сказал Коппер. «Мне еще кое-что снилось. Например, снилось, что оно умеет читать мысли». Макреди мрачно кивнул. «Мы знаем, что Конант — это Конант, потому что он не только выглядит как Конант, но и говорит как Конант, ведет себя как Конант. Но чтобы имитировать мысли и поведение, нужен действительно сверхчеловеческий мозг». Конант, одиноко стоявший в другом конце комнаты, оглядел их неверящим взглядом. Лицо его побелело. Да заткнитесь вы, блядь. пророки и Иеремии! Голос его дрожал. Что я вам? Образчик, который вы под микроскопом исследуете? Червячок, о котором его присутствии можно разговаривать в третьем лице? Макреди встретил его взгляд. Конант, если тебе так тяжко нас слушать, отойди подальше, пожалуйста. У тебя перед нами преимущество. Ты один знаешь ответ. Вот что я тебе скажу. Теперь из всех здесь присутствующих тебя и боятся больше всего, и уважают больше всего. «Черт побери, видел бы ты сейчас свои глаза», — выдохнул Конант. «Да не смотри ты на меня так! Что ты намерен делать?» «Что вы можете предложить, доктор Коппер?» Спокойным голосом спросил Гэри. «Ситуация складывается невыносимая». «Да?» — резко выкрикнул Конант. «Вы посмотрите только на эту толпу! Прямо как стая собак там, в коридоре! Беннинг, ты кончишь хвататься за ледоруб!» От неожиданности механик уронил ледоруб, но тут же поднял его, обводя комнату взглядом своих карих глаз. Коппер присел на лежанку Блэра. Как уже говорил Блэр, микроскоп не поможет. Прошло слишком много времени, но пробы сыворотки будут решающими. «Пробы сыворотки, а точнее?» – спросил Гэри. «Если взять кролика и вводить ему регулярно человеческую кровь, которая для него яд, то кролик станет иммунным к человеку. Если потом взять немного его крови, влить в чистую сыворотку и добавить туда человеческой крови, то начнется реакция. Вполне достаточное доказательство, чтобы убедиться, кто человек, а кто нет». «А где мы вам достанем кролика, док?» – спросил Норрис. «Ближе, чем в Австралии, их нет, а ехать туда нам некогда». «Я знаю, что в Антарктике кролики не водятся», — согласился доктор. «Но для проб любое животное сойдет, собака, например. Только времени это займет больше, несколько дней, и потребуется кровь 2 людей». «Моя подойдет?» — спросил Гэри. «Вот нас и 2, — ответил доктор Коппер. «Я немедленно приступлю к работе». «А с Конантом как же, пока суд до дела?» — спросил повар Киннер. «Я скорее выйду за дверь и потопаю прямиком к морю Росса, чем буду ему готовить». «Он, может быть, человек», — начал Коппер. «Может быть», — взорвался Конант, — «может быть! Будь ты проклят! Да кто же я, по-твоему, черт тебя подери?» «Монстр!» — отрезал доктор Коппер. «Заткнись и слушай!» Кровь отхлынула от лица Конанта, и он тяжело сел, слушая свой приговор.
пока мы точно не выясним, что к чему. А ты знаешь, что у нас есть серьезные основания сомневаться. С нашей стороны было бы вполне разумным посадить тебя под замок. Если ты не человек, то ты гораздо опаснее несчастного свихнувшегося Блэра. Его я наверняка запру, потому что следующей стадией его помешательства будет желание убить тебя, всех собак и всех нас. Он проснется убежденным в том, что мы все монстры, и ничто в мире его не переубедит. Было бы более милосердным дать ему умереть, но мы не имеем на это права. Мы его изолируем, а ты останешься в своей лаборатории. Я думаю, что ты и сам решил бы так же. А сейчас я пойду взгляну на собак». Конант горько покачал головой. «Я человек. Сделай свою проверку побыстрее. Ну и глаза у тебя. Жаль, что ты не видишь сейчас своих глаз». «Если, — сказал Гэри задумчиво, — если они способны произвольно перестраивать протоплазму, почему бы им просто не превратиться в птиц и не улететь? Они ведь могут получить информацию о птицах, даже никогда не видав их, или имитировать птиц своей родной планеты». Коппер отрицательно мотнул головой и помог Кларку освободить собаку. Человек веками изучал птицу, пытаясь построить аппарат, способный летать подобно ей, но ничего пока не вышло. В конце концов, пришлось ведь махнуть на все рукой и использовать принципиально новые способы. Что же касается их планеты, то атмосфера там могла быть сильно разряженной и непригодной к полетам птиц. Вошел Барклай. «Все в порядке, док. Теперь из лаборатории Конанта не выйдешь без помощи извне. А куда мы поместим Блэра?» Коппер посмотрел на Гэри. «Биологической лаборатории у нас нет. Не знаю даже, куда поместить его». «Как насчет восточного сектора?» — спросил Гэри. Восточным сектором называлась хижина, расположенная от основного лагеря примерно в минутах 40 ходьбы. «И за Блэром нужен уход?» «Нет, скорее уход нужен за нами», — мрачно ответил Коппер. «Отнесите в хижину печь, пару мешков угля, еду и инструменты. Надо бы протопить как следует, там с осени никто не жил». Барклай собрал свои инструменты и посмотрел на Гэри. «Судя по тому, как Блэр бормочет сейчас, у него эта песня на всю ночь, и она нам вряд ли придется по душе». «Что он говорит?» — спросил Коппер. Барклай кивнул головой. «Я не особенно прислушивался. Послушайте сами, если вам охота. Но похоже, что этого идиота посетили те же видения, что и Макреди. Плюс еще кое-что. Он ведь спал с тварью рядом, когда мы везли ее в льдине на базу. Ему снилось, что она жива. Ему много чего снилось, и, черт бы его побрал, он уже тогда знал, что это не сон. По крайней мере, имел все основания знать. Он знал, что наша находка обладает телепатическими способностями. Что эти способности и начали пробуждаться. Что проклятая тварь не только могла читать чужие мысли, но и проецировать свои. Он же не сны видел. Он телепатически воспринимал мысли пришельца, так же, как мы сейчас слушаем его бормотание сквозь сон. Вот почему он так много о нем знал. И вы, и я, видимо, оказались менее восприимчивыми, если вы, конечно, верите в телепатию». Блэр беспокойно заерзал на кушетке. Барклай, Макреди, Коппер и Беннинг расплывались перед его взором. «Не приходите сюда. Я сам буду себе готовить», — выпалил он. «Может, Киннер и человек? Но я не верю. Я буду есть только консервы». «Хорошо, Блэр. Мы принесем консервы», — пообещал Барклай. «Уголь у тебя здесь есть. Огонь в печке мы развели. Я только...» Барклай шагнул вперед. Блэр вжался в угол. «Убирайся! Не подходи, ты, тварь!» Визжа от страха, маленький биолог впился ногтями в стенку. «Не подходи ко мне! Я не дамся! Не...» Барклай сделал шаг назад. «Оставь его, Бар», — сказал доктор Коппер.
Ему будет легче, если он останется один. Но дверь придется усилить и закрыть снаружи. Они вышли из комнаты и принялись за работу. В Антарктике замков не было. В них раньше не испытывали нужды. По обеим сторонам дверной рамы восточной хижины вернули прочные болты и накрепко натянули между ними кабель из толстой проволоки. Барклай прорезал в двери окошко, чтобы в комнату можно было передавать еду. Открыть окошко изнутри Блэр не мог. За дверью слышалась возня. Барклай открыл окошко и посмотрел. Блэр забаррикадировал дверь своим топчаном. Войти в комнату без его позволения было невозможно. Конант наблюдал за опытом пристальней всех. Маленькая пробирка, наполовину наполненная жидкостью соломенного цвета. 1, 2, 3, 4, 5 капель чистого раствора, изготовленного доктором Коппером из крови, взятой у Конанта. Доктор осторожно встряхнул пробирку и поставил ее в кювету с чистой теплой водой. Щелкнул термостат. В пробирке начали отчетливо выделяться белые пятнышки осадка. «Боже мой!» Конант рухнул на лежанку, обливаясь слезами. «Боже мой! 6 дней я там просидел и все думал, что же будет, если этот чертов тест наврет?» «Этот тест не врет», — сказал доктор Коппер. «Реакция правильная». «С ним все в порядке?» — выдохнул Норрис. «Он человек», — уверенно сказал доктор, — «а та тварь мертва». В штабной палатке началось ликование. Все смеялись, шутили. Конанта хлопали по плечам и разговаривали с ним неестественно громкими голосами с подчеркнуто дружелюбными интонациями. Кто-то крикнул, что надо пойти к Блэру, сказать, успокоить. Он, может быть, придет тогда в себя. Человек 10 одновременно побежали за лыжами. Доктор Коппер все еще возился у штатива с пробирками, нервно пробуя различные растворы. Люди, собравшиеся идти в восточную хижину к Блэру, уже пристегивали лыжи. На псарне дружно залаяли собаки. Атмосфера общего радостного возбуждения передалась и им. Макреди первым заметил, что доктор Коппер все еще возится с пробирками, и что лицо его стало белым, белее сыворотки, на которую он смотрел. Из-под прикрытых век Коппера текли слезы. Сердце Макреди стиснул холод. Коппер поднял голову. «Гэри!» — хрипло выговорил он. «Гэри! Бога ради! Подойдите ко мне!» Гэри шагнул к доктору. В комнате стало совсем тихо. Конант поднялся и замер. «Гэри, я взял пробу ткани монстра. Она тоже выпадает в осадок. Тест ничего не доказывает. Ничего. Кроме того, что собака иммунна не только к человеку, но и к найденному нами существу. И что один из доноров, то есть вы или я, один из нас монстр. «Бар, позови всех обратно и скажи, чтобы к Блэру никто не ходил», — сказал Макреди. Барклай подошел к двери. Люди в комнате, напряженно наблюдающие друг за другом, слышали, как он кричал. Потом Барклай вернулся к ним обратно. «Они возвращаются. Я не объяснил, почему. Сказал просто, что доктор Коппер велел к нему не ходить». «Макреди», — вздохнул Гэри, — «теперь начальник ты. Пусть Бог тебе поможет, а я уже ничем помочь не смогу». Гигант-метеоролог молча кивнул, не сводя глаз с Гэри. «Может быть, монстр я», — продолжал Гэри. «Я-то знаю, что не я. Но доказать это вам ничем не могу. Тест доктора Коппера оказался безрезультатным. То, что доктор доказал его безрезультатность, говорит в его пользу. Монстру было бы выгоднее это скрыть. Так что, видимо, он человек».
Коппер раскачивался вперед и назад на лежанке. «Я знаю, что я человек, но доказательств у меня тоже нет. Один из нас двоих лжет, потому что тест лгать не может. Я доказал безрезультатность теста, что вроде бы свидетельствует в мою пользу, что я человек. Но если Гэри монстр, он не стал бы говорить об этом, ведь он тогда действовал бы против себя. Голова идет кругом». Макреди посмотрел на оставшуюся сыворотку. «По крайней мере, эта штука хоть для одного сгодится. Кларк и Вен, помогите мне. Остальные оставайтесь здесь и следите друг за другом». Макреди, Кларк и Вен Волл шли туннелем к псарне. «Тебе нужна еще сыворотка?» – спросил Кларк. Макреди покачал головой, думал о тестах. «Мы здесь держим 4 коров, быка и почти 70 собак, а эта штука реагирует только с человеческой кровью и кровью монстров». Макреди вернулся в штабную палатку и подошел к штативу с пробирками. Минуту спустя к нему присоединились Кларк и Вен Волл. Губы Кларка дергались в нервном тике. «Чем вы там занимаетесь?» – неожиданно спросил Конант. «Этот монстр», – ровным голосом ответил Вен Волл, – «мыслит логично. Он очень логичен. Наша иммунная собака была в полном порядке, и мы взяли еще немного сыворотки для тестов, но тесты мы делать больше не будем». «А нельзя попробовать человеческую кровь на другой собаке?» – начал Норрис. «Собак больше нет», – ответил Макреди. «И скота больше нет». «Нет?» У Беннинга подкосились ноги, и он сел. «Они очень противные, когда начинают меняться», — сказал Вен Волл. «Противные, но медлительные. Эта штука с кабелем, которую ты придумал, Барклай, действует очень быстро. Осталась только одна собака, которой мы привили иммунитет. Монстр оставил ее нам, чтобы мы могли позабавиться тестами. Остальные...» Он пожал плечами. «А скот?» — спросил Киннер. «То же самое. Коровы очень странно выглядели, когда начали менять свой облик. Твари никуда не деться, если она на цепи или привязана в стойле». «Так, сходу», — сказал Макреди, — «я могу придумать только один достаточно достоверный тест. Если человеку выстрелить в сердце, и он не умрет, значит, он монстр». «Ни собак, ни коров не осталось», — сказал Гэри. «Остались только мы, люди, а изолировать всех бессмысленно. Пожалуй, твой способ кажется разумным, Мак, но применить его на деле будет нелегко». Кларк оторвал взгляд от печки, когда вошли Вен Волл, Барклай, Макреди и Беннинг, отряхивая снег с одежды. Люди набивались в штабную палатку и старались вести себя как обычно. Играли в шахматы, в покер, разговаривали. Ральсен чинил стол. Вен и Норрис занялись обработкой данных по магнитному полю. Доктор Коппер мягко посапывал на лежанке. Гарри и Даттон просматривали пачку радиограмм. Конант занял почти весь письменный стол своими таблицами. Несмотря на 2 закрытые двери, из кухни через коридор доносились вопли Киннера. Кларк молча подозвал Макреди жестом руки. Метеоролог подошел к нему. «Я не против готовить вместо него», — сказал Кларк нервно. «Но нельзя ли заставить его замолчать? Мы подумали и решили, что лучше бы запереть его в физическую лабораторию». «Киннера?» — Макреди посмотрел на дверь. «Боюсь, что нельзя. Я мог бы, конечно, его усыпить, но у нас довольно ограниченный запас морфия. Да и вообще, у него просто истерика. Он не свихнулся». «Зато мы скоро свихнемся. Ты уходил на 1,5 часа, а он все это время орал. И до этого еще 2 часа. Всему, знаешь ли, есть предел». Медленно и робко к ним подошел Гэри. На какое-то мгновение Макреди уловил страх в глазах Кларка и понял, что Кларк прочел то же самое на его лице.
Гэри или Коппер. Наверняка один из них был монстром. «Бога ради», — сказал Гэри, — «найди ты какой-нибудь тест. Все друг за другом следят». «Ладно, готовь еду, а я постараюсь что-нибудь придумать». Макреди незаметно подошел к Вен Воллу. «Ты знаешь, Вен», — сказал он, — «мне кое-что пришло на ум. Я сначала не хотел говорить, но потом вспомнил, что эта тварь умеет читать мысли. Слушай, ты займись пока кино, а я постараюсь представить себе его логику. Я займу эту лежанку. Отсюда хорошо видно всю комнату». Вен Волл кивнул. «Может быть, тебе стоило бы поделиться с нами? Пока что только монстры знают, что у тебя на уме. Ты и сам можешь превратиться в монстра прежде, чем начнешь осуществлять свой план. Если я прав, то на его осуществление много времени не потребуется». Макреди откинулся на лежанке и глубоко задумался. Все расселись по своим местам. Зажглось изображение на экране. Лампы погасли, но экран достаточно хорошо освещал комнату. Молитвы Киннера были еще слышны, и Даттон усилил звук. Голос повара был слышен так долго, что Макреди без него чего-то не доставало. Вдруг он понял, что Киннер замолчал. «Даттон, выключи звук!» Макреди вскочил. Наступила тишина. «Киннер перестал молиться», — сказал Макреди. «Да включите вы звук, бога ради! Он, может, и замолчал, чтобы послушать!» — крикнул Норрис. Макреди вышел в коридор. Барклай и Вен Волл последовали за ним. Даттон выключил проектор, и изображение исчезло с экрана. Норрис стоял у двери. Гэри присел на лежанку, потеснив Кларка. Остальные оставались на своих местах. Только Конант ходил по комнате из угла в угол. «Если ты не перестанешь ходить, Конант, мы без тебя обойдемся. Будь ты хоть человек, хоть кто угодно», — выплюнул Кларк. «Сядешь ты или нет? Черт бы тебя побрал!» «Извини». Физик сел и задумчиво уставился на носки своих ботинок. Прошло еще минут 5, прежде чем Макреди появился на пороге. «Мало у нас до сих пор было неприятностей», — сказал он. «Так кто-то решил нам еще помочь». У Киннера нож торчал из глотки, поэтому, наверное, он и прекратил молиться. «Итак, у нас теперь есть монстры, сумасшедшие и убийцы». «Блэр вырвался на свободу?» — спросил кто-то. «Нет». Сомнения насчет того, откуда взялся наш доброход, разрешить нетрудно. Вен Волл держал в руках завернутый в тряпку длинный тонкий нож. Его деревянная ручка наполовину обгорела. Кларк посмотрел на нее. «Это же я ее утром спалил. Забыл чертову штуку на печке, когда готовил». «Интересно», — сказал Беннинг, оглядывая всех присутствующих. «Сколько еще среди нас монстров? Если кто-то смог отсюда выскользнуть, пройти незамеченным на кухню и незамеченным вернуться обратно, он ведь вернулся, да? Конечно, все же на месте. Но если это сделал один из нас, может быть, его убил монстр», — тихо сказал Гэри. «Вполне может быть, что монстр. Как вы сами сегодня отметили, монстру теперь, кроме людей, имитировать некого, и ему нет смысла сокращать свои, так сказать, резервы», — ответил Вен Волл. «Нет, это не монстр. Это самый обыкновенный, грязный убийца. В обычных условиях мы бы даже сказали бесчеловечный убийца, но теперь следует быть точным в определениях. Теперь среди нас есть и бесчеловечные убийцы, и убийцы-люди, или один такой, по меньшей мере. «И так одним человеком стало меньше», — тихо сказал Норрис. «Заебал. Знать. Может быть, теперь монстров больше, чем людей, и перевес на их стороне?» «Это пусть тебя не тревожит», — сказал Макреди и повернулся к Барклаю. «Бар, принеси свою палку с кабелем. Хочу кое-что проверить».
Макреди и Вен Волл вышли в коридор. Секунд через 30 за ними последовал Барклай со своим электрическим оружием. Норрис продолжал стоять у двери. Вдруг раздался крик. Это кричал Макреди. «Бар! Бар! Бар! Скорее!» Норрис, а за ним и остальные ринулись вперед. Киннер, или то, что было Киннером, лежал на полу, разрубленный надвое гигантским тесаком Макреди. Вен Волл корчился от боли на полу, потирая челюсть. Барклай заебал, продолжал водить кабелем по останкам Киннера. На руках трупа появился странный чешуйчатый мех. Пальцы стали короче, ногти превратились в 3-дюймовые, острые, как бритвы, клыки. Макреди сделал шаг вперед, посмотрел на свой тесак и швырнул его на пол. Так вот, тот, кто пырнул ножом Киннера, может смело сознаваться. Он был бесчеловечным убийцей на самом деле, потому что убил не человека. Клянусь всеми святыми, что когда мы пришли сюда, Киннер был безжизненным трупом. Но когда труп понял, что мы хотим ударить его током, он сразу ожил и начал менять свое обличие на наших глазах. Норрис озирался по сторонам. «Бог ты мой! Ну и умеют же они притворяться! Надо же, столько времени молиться Христу, о котором и понятия никогда не имел! С ума нас чуть не свел своими завываниями! Ну, признайтесь, кто его зарезал?» Сам того не зная, сделавший это оказал нам всем большую услугу. И хотелось бы мне знать, черт побери, как ему удалось выскользнуть из комнаты незамеченным. Это помогло бы нам быть более бдительными в будущем. Кларк вздрогнул. Он так вопил, что перекрывал даже звук кинопроектора. Кто еще, кроме монстра, мог так орать? Вот оно что, сказал Вен Волл, осененный внезапной догадкой. Ты ведь сидел у самой двери и почти за экраном. Кларк кивнул. Теперь он затих. Оно мертво. Мак, твой тест ни к чему не годится. Монстр это был или человек? Киннер ведь был мертв. Макреди хмыкнул. Ребята, позвольте представить вам Кларка, единственного из присутствующих, про которого с уверенностью можно сказать, что он человек. Позвольте вам представить Кларка, который доказал свою человеческую сущность, пытаясь совершить убийство, из которого ничего не вышло. Но прошу вас всех воздержаться от подобных попыток доказательства своего «я», хотя бы на некоторое время. Я, кажется, придумал более подходящий тест. «Тест!» — радостно воскликнул Конант, но лицо его тут же омрачилось. «Опять, наверное, ничего не выйдет». «На этот раз выйдет», — ответил Макреди. «Все смотрите в оба и слушайте». Пошли обратно в штабную палатку. Барклай, не выпускай свое электрическое оружие из рук. А ты, Даттон, следи за Барклаем. Клянусь адом, откуда выползли эти твари, я кое-что придумал. И они это знают. Они могут сейчас разбушеваться. Все сразу напряглись. Каждый почувствовал угрозу. Они настороженно и внимательно оглядывали друг друга. Настороженно и внимательно, как никогда. Кто стоит рядом? Человек или монстр? «Что ты придумал?» — спросил Герри, когда они вернулись в комнату. «И сколько времени тебе на это понадобится?» «Я и сам не знаю наверняка», — ответил Макреди хриплым от решимости голосом. «Но я знаю наверняка, что нашел безотказный способ. Он основывается на природе этих монстров, а не на привычных для нас понятиях. Что за шум, Киннер блядь? меня в этом убедил окончательно». Макреди стоял, как застывшее бронзовое изваяние. Он, наконец, обрел уверенность. «Похоже, — сказал Барклай, — что без этой штуки нам не обойтись». И он поднял вверх палку с прикрепленным к ней раздвоенным кабелем. «Как у нас с электричеством?»
Даттон ответил: «Динамо в порядке и дизель наготове. Тот, кто прикоснется к этим проводам, умрет». Заворочившись во сне, доктор Коппер приподнялся и протер рукой глаза. «Гэри!» – пробормотал он. «Слушайте, Гэри, они, эти исчадия ада, эгоистичные до мозга костей, чертовски эгоистичные. А? О чем это я?» Он рухнул обратно на лежанку и захрапел. Макреди задумчиво посмотрел на него. «Скоро мы все выясним. Но относительно эгоизма доктор абсолютно прав. Он, наверное, все время думает об этом во сне. Именно в нем и дело, в эгоизме. Они не могут иначе, понимаете?» Повернулся он к людям, замершим в напряжении, пожирающим друг друга волчьими глазами. «Вы помните, что сказал доктор Коппер раньше? Каждая часть этой твари сама по себе. Каждая часть — это целый самостоятельный организм. Так вот, здесь и зарыта собака. Что такое кровь? В крови нет ничего таинственного. Кровь — такая же ткань тела, как мышца или печень. Разве что жидкая». Бронзовая борода Макреди раздвинулась в мрачной усмешке. «Ситуация складывается благоприятная. Я уверен, что нас, людей, все же еще больше, чем вас, монстров. И у нас, у землян, есть свойство, которого явно лишены вы. Его не подделаешь. С ним нужно родиться. Нужно быть человеком до мозга костей, чтобы тебя все сжег этот неугасимый огонь. Всегда толкал вперед. Мы будем драться. Драться с яростью, которую вы попытаетесь подделать. Но подделка это будет не чета нашей ярости, а настоящая вам не по зубам. Ну что ж, мы вступаем в открытую схватку. Вы знаете это. Вы давно знаете. Вы же умеете читать мысли. Вы же без своей телепатии шагу не ступите. Но сделать вам уже ничего не удастся. Слушайте все. У них должна идти кровь. Если при порезе у них кровь не пойдет, значит они не люди. Подделки чертовы. Бля, заебал хуесос. Она отделится от тела, она осознает себя отдельной особью, такой же, как и все другие. Они ведь тоже каждый по очереди отделились друг от друга. Ты понял, Вен? Ты понял, Бар? Вен Вол рассмеялся. Кровь. Кровь откажется им повиноваться. Каждая капля крови будет новой, самостоятельной тварью, с тем же инстинктом самосохранения, которым наделен ее источник. Кровь захочет жить и постарается увернуться от горячей плиты, к примеру сказать. Макреди взял со стола скальпель. Из шкафчика он вынул штатив с пробирками, маленькую спиртовку и длинную платиновую проволоку, вделанную в стеклянную ручку. На его губах застыла хмурая улыбка. «Даттон», — сказал Макреди, — «следи-ка, чтобы никто не выдернул провод». Даттон шагнул в сторону. «Ну что, Вен, начнем с тебя». Побледнев, Вен Вол подошел к нему. Аккуратно Макреди надрезал ему вену у основания большого пальца. Вен Вол моргнул и застыл неподвижно, наблюдая за тем, как Макреди берет его кровь в пробирку. Потом Макреди нагрел платиновую проволочку на спиртовке и ввел ее в пробирку. Раздалось шипение. Макреди повторил тест еще 5 раз. «Как будто человек», — сказал он и выпрямился. «Пока что моя теория еще не доказана. Но есть надежда. Есть надежда. Однако не очень-то увлекайтесь этим зрелищем. Среди нас есть ведь некоторые, которым оно не по вкусу. Вен, смени-ка Барклая у рубильника». «Спасибо. Иди сюда, Барклай. От души надеюсь, что ты останешься с нами.
Больно уж ты Нечто. хороший парень. Барклай Кто идет? неуверенно усмехнулся и поморщился, когда скальпель врезался ему в ладонь. Через несколько минут, улыбаясь уже от души, он снова взял в руки свое оружие. А теперь прошу мистера Самуэля Дат... Бар! Все смешалось в одну секунду. Какие бы дьявольские силы ни были в этих чудовищах, люди оказались им вполне под стать. Барклай не успел даже поднять кабель, как десяток людей вцепились в то, что минутой назад казалось им Даттоном. Оно плевалось, кусалось, пыталось вырастить клыки, но было разорвано на части и растоптано. Барклай методично выжигал останки монстра электричеством. Каждую каплю крови Ван Вол быстро залил каустической кислотой. Макреди усмехнулся. «Я, должно быть, недооценил людей, когда сказал, что ничто человеческое не сравнится с дьявольским огнем в глазах найденной нами твари. Жаль, что мы не можем приветить ее чем-нибудь более подобающим, кипящим маслом или расплавленным свинцом, например. Как подумаешь, каким отличным парнем был наш Даттон. Ну ладно, моя теория подтвердилась. Пожалуй, пора мне доказать вам кое-что еще, в чем я сам все время был уверен, что я человек». Макреди окунул скальпель в спирт, прокалил его на огне спиртовки и полоснул себя по вене. 20 секунд спустя он перевел взгляд на людей, наблюдавших за ним. Улыбающихся лиц стало больше, и улыбки были добрыми. Но что-то все-таки сверкало в глазах улыбающихся людей. Макреди расхохотался. Прав был Конан, прав. Те собаки тогда в коридоре и в подметке вам не годятся. Блять, я вот слышу этот... что злоба свойственна только нечто, волкам. аудиокнигу. Может быть, в Я некоторых почему-то в голове волки образы дадут 100 Джоджо очков Bizarre. вперед. Но после Пиздец. этой недели оставь надежду всяк волк сюда входящий. Ну, не будем терять времени. в таком стиле. Конант, иди сюда. И опять Барклай замешкался. Когда, наконец, он и Ван Вол кончили свою работу, улыбки у всех стали шире и не такими напряженными, как раньше. Гэри говорил, стиснув голову руками. «Конант был одним из лучших наших парней. И 5 минут назад я готов был поклясться, что он человек. Эти чертовы твари нечто большее, чем просто имитация». А еще 30 секунд спустя кровь, взятая у Гэри, сжималась в пробирке, пытаясь увернуться от раскаленной платиновой проволочки, вырваться наружу, в то время как красноглазое чудовище, сбросившее облик Гэри, пыталось увернуться от кабеля Барклая. Существо в пробирке выло страшным голосом, когда Макреди швырнул пробирку в печь. «Это последний?» Доктор Коппер смотрел на Макреди печальными глазами. «Сколько их всего было? 14?» Макреди утвердительно кивнул. «Знаете, если бы можно было предотвратить их распространение, я бы не отказался даже от этих имитаций. Подумать только. Гэри, Конант, Даттон, Кларк. Куда это они?» — спросил Коппер, провожая взглядом носилки, которые вытаскивали за порог Барклай и Норрис. «Свалим на лед вместе с обломками ящиков, подбавим с полтонны угля, выльем галлонов 10 керосина и подожжем. А здесь, в комнате, весь пол облили кислотой, на всякий случай». «Правильно сделали», — сказал Коппер. «А, кстати, что с Блэром?» Макреди вскочил. «Черт возьми, я совсем забыл о нем. Еще бы, такие события. Как вы думаете, сможем мы его теперь вылечить?» «Если только...» — начал доктор Коппер и вдруг оборвал фразу на полуслове. Макреди сорвался с места. Это существо имитировало даже Киннера с его религиозной истерикой. «Вен,
Вен, живо пошли в хижину Блэра. Давай возьмем с собой Барклая, сказал на ходу Вен. Он пристраивал запоры на двери и сумеет быстро их снять, не напугав Блэра. «Блэр!» — кричал Барклай. «Блэр!» Ответа не было. «Можешь не кричать», — сказал Макреди. «Надо спешить. Если он сбежал, дело плохо. У нас теперь ни самолета, ни тракторов». «Хватит ли у монстра сил уйти далеко?» — спросил Барклай. «Даже сломанная нога не задержит его и на полминуты», — ответил Макреди. Неожиданно Барклай дернул Вена за рукав и показал на небо. В сумеречных облаках над их головами с неповторимой грацией и легкостью описывала круги гигантская белокрылая птица. «Альбатрос», — сказал Барклай, — «первый за все это время». Если монстр вырвался на свободу... Норрис выхватил из кармана револьвер. Белую тишину льдов взорвали выстрелы. Птица Ребятка. вскрикнула в воздухе и забила Вот это крыльями. нить. Норрис выстрелил еще раз. Она Альбатрос чисто исчез связывать за врагов. белым гребнем. «Больше не прилетит», Ух, — сказал Норрис. Ну, Странный, чисто проводить. ярко-голубой луч бил из щелей да, хижины Блэра. Изнутри доносился ровный низкий гул. Ваншотные. Макреди побледнел. «Боже, спаси нас! Если это...» Он бросился вперед, рывками расплетая кабель на двери. Барклай с кусачками в руках последовал за ним. Щелканье кусачек тонуло в усиливающемся гуле, доносящемся из-за двери. Макреди приник к щели. «Это не Блэр, это он, монстр!» Он склонился над чем-то. Он поднимается вверх. Поднимается. Как Все это нахуй? вместе, Машина разом. просто, бля, застрял Взяли, в воде, сказал блядь. Барклай. Пиздец Норрис, какой-то нахуй. достань свою пушку. Согласен, Наш приятель, блядь. кажется, вооружен. Ты просто Под ударом ёбаный мощных рот, нахуй. тел дверь соскочила с шарниров. Придерживающая ее изнутри лежанка отлетела в угол. Монстр прыгнул им навстречу. Одно из его 4 щупалец извивалось, как готовая к броску змея. В другом блестел длинный кусок металла, похожий на карандаш, нацеленный прямо в лицо Макреди. Норрис выстрелил. Раздробленное щупальце дернулось назад, выронив металлический карандаш. Раздались еще 3 выстрела. На месте 3 горящих глаз появились пустые дыры, и Норрис швырнул разряженный револьвер прямо в них. Чудовище взвыло. Барклай ринулся вперед с ледорубой в руках, но щупальца монстра обвили его ноги прочными живыми веревками. Барклай отчаянно срывал их с себя рукавицами. Ослепленное чудовище на ощупь пыталось пробраться сквозь меховую одежду к телу, которое оно могло бы поглотить. Взревела горелка, которую притащил с собой Макреди. Ну, бля, пасы нахуй. Монстр Рядом люди? забился в Кто? 3-метровом языке О, пламени, господи. испуская дикие вопли. Спецкар. А Макреди сжег его со всех сторон, выгоняя на лед. Ну ссы ебать. Макреди молча шел Ебанутый. обратно к хижине. Барклай встретил его в дверях. «Все?» — Блядь, спросил я кровью метеоролог. писаю. Барклай ответил: «Здесь больше ничего не нашли». «А оно не раздвоилось?» «Не успело», — ответил Макреди. «От него одни головешки остались». «А чем оно тут занималось?» Норрис усмехнулся. «Ну и умники же мы все. Разбили магнета, чтобы самолет не летал, вывели из строя тракторы и оставили эту тварь без присмотра на Выписываем целую кровью. неделю. Ни разу даже не пришли проверить». Макреди вошел в хижину и огляделся. Несмотря на выбитую дверь, в ней было жарко. На столе в дальнем углу комнаты стояло что-то, сделанное из проволочных катушек, маленьких магнитов, стеклянных трубок и радиоламп. А рядом на большом плоском камне был собран еще один прибор, испускающий пронзительно яркий луч голубого света. «Что это?» — спросил Макреди. «Надо, конечно, тщательно все изучить», — ответил Норрис.
но, по-моему, это источник ядерной энергии. Прибор слева, кажется, позволяет добиться результатов, ради которых мы, люди, строим 100-тонные циклотроны. Он выделяет нейтроны из тяжелой воды, которую наш дружок получил изо льда. Где же он взял? Ну да, конечно. Его же не запрешь. Он, значит, совершал экспедиции в аппаратную. Но и мозги же у них были. Да это не что иное, как атомный генератор. Норрис кивнул. Весь мир был бы его. Ты обратил внимание на цвет луча? Да, сказал Макреди. И на жару в хижине тоже. Их планета, видимо, вращалась вокруг голубого солнца. И на ней было очень жарко. Думаю, что их посадка здесь была простой случайностью. Поскольку они сюда прилетели 20 миллионов лет назад, вряд ли можно ожидать повторного визита. Интересно, зачем ему все это понадобилось? Он показал на генератор. «А ты заметил, чем он был занят, когда мы ворвались?» — спросил Барклай. «Посмотри-ка под потолок». Прямо под потолком висел предмет, похожий на рюкзак, сделанный из расплющенных кофейных банок. Барклай потянул его вниз за свисающие лямки и надел на плечи. Слабый толчок, и он полетел вдоль комнаты. «Антигравитация», — сказал Макреди. «Совершенно верно», — ответил Норрис. «А мы-то думали их остановить. Самолет привели в негодность, по птицам стреляли, а им всего-навсего нужны были консервные банки и радиодетали. Да еще оставили эту тварь в покое на целую неделю. Она бы одним прыжком махнула отсюда в Америку с атомным генератором в руках. И все-таки мы их остановили. Ведь еще полчаса, и мы так и остались бы в Антарктике, стреляя всех птиц». «Тот альбатрос», — сказал Макреди. «Ты не думаешь?» «С этим-то аппаратом? Нет, мы спасли наш мир. Хотя и оставалось нам всего полчаса». Текст читал Петр Василевский. Композитор Родион Штанг. Молодцы. Бля, да ну на. Да ну нахуй. Блять, ну игра заебал. Пожалуйста. Да ёбаный в рот.
Тяжело ему. Ебать. Ебать он хуйню. Да почему? Да что за хуйня? Я не понимаю. Бля, я в таком пиздеце. В диком хуевозе просто.
Пошел нахуй, а? Боже, блядь. Ой, иди нахуй. Ебать. Курьер года. Я ебать тупил, я не понял, что я должен делать. Оказывается, я должен был взять груз из личного хранилища этого челика и доставить его вот к нему обратно вот сюда, на базу. Бля. Сейчас еще батарея сядет нахуй. Почти у цели. Да что за нахуй? Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Удостоверение Fragile Express проверено. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Применять оружие запрещено. Что? Не может быть. Ты правда побывал в этой кларе? Ты не представляешь, что это для меня значит. В этих инструментах столько воспоминаний. Такое тебе никакой хиральный принтер не заменит. Я-то думал, что это невыполнимо. О, да, вот это другое дело. Я теперь такое оружие смогу мастерить. Сэм Бриджес, ты просто бесподобен. Спасибо. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Честно говоря, Fragile ее парни
теперь заодно с Хиггсом, значит, они такие же. Будто все эти сраные террористы решили собраться в кучку. Большая счастье. Может для нас подключить. Болтган. Раз ты меня поддерживаешь, надо и мне отплатить тебе тем же. Пока у меня есть связь в сети, я буду снабжать тебя лучшими инструментами. И, может, мы оба проживем подольше. И, кстати говоря, смотри, что я сделал. Называется полоскан. Нейтрализует человека на минуту. Не смертельно, разумеется. Следы могут остаться, но я уж тут ни при чем. Если тебе пригодится, возьми. Буаласган может пригодиться. Ну, он человек. Ты... Ну, Просто выходит с голограмм, ну, в виде голограммы на связь. Ну, ты свое дело сделал, теперь мой черед. Отлично. Доступен... Слава тебе нахуй, господи, хуесоса кусок. Сэм, ты святой. Спасибо. Я святой. Пока. Нихуя Хонда. Спасибо за ваш вклад. На мою жену похоже. Угу. Санта Сэм. Серьезно, нихуя не дались, блять. Вот насколько можно быть хуесосом? Так, херальную хуету. Держи. Благодарю вас за поддержку. Кстати, не дают пропустить. Видимо, что-то серьезно будет. А, нет. Просто я сделал хорошо. Угу. Я хочу послушать другую песню. Это тоже неплохая, ладно. Спасибо за ваш вклад.
Великолепно, Сэм. Ты уже подключил к сети 3 пункта. Выживальщики подключились, и хиральная сеть в отличном состоянии. Следующим пунктом мы хотим сделать местный распределитель. Но придется подождать. Сначала приоритетная задача. Нужно кое-что добыть. Нам нужно, чтобы ты принес один из серверов озерного узла. Он был в ремонте, а на обратном пути на транспорт напали мулы. На сервере хранятся важные данные для нашей новой системы доставки. Он автоматизирует доставку с помощью хиральной сети. Для нас он бесценен, а для мулов это все равно, что тостер. Тостер, из которого они с радостью извлекут хиральные кристаллы и редкие металлы. Действуем быстро, иначе потеряем данные. Так что двигай к точке выгрузки мулов, хватай сервер и неси в озерный узел. Считай, это мой личный заказ. Подробности на браслете. Да я мега заебанный чувак, блядь, пожалуйста, пощады, заебал. Да умираю нахуй. Вы гляньте на эту хуйню, бля. Я просто реально подыхаю нахуй. Оружие разрешено. Насекомые на камнях да восстанавливают, но я хз. Я их пропускаю, видимо, как-то. Керамика. Бля, да ну нахуй. Вы гляньте на эту хуйню. Да, в рот того ебал. Ну, серьезно. Давайте, короче, просто музыку я включу свою. И из Яндекс музыки похуй.
Не, в игре нельзя выключать. Нормально. Да блять, да ну нахуй. Да что за хуйня, а как толкать-то? Бля, охуеть, прикинь. Ну и хуета. Блять, я столько въебал в эту хуйню. И теперь этот транспорт нихуя никуда не едет, блять. А почему? Блять! Там буквально, сука, все есть для того, чтобы выехать. Бля, какой же Кадемил хуесос получается. Да нахуя он так хуёво сделал-то, ебать. Пиздец. И это единственная машина, что есть вообще вот здесь в округе. Понимаете, да? То есть по-другому никак. Да он долбоёб, он 100 флокс для машины сделал. Хуя ли он молодец теперь? С какого хуя он должен был молодцом? Если он долбоёба кусок. Да вообще никак. Даже толкать нельзя. По идее тут даже есть функция прыжка, но прыжок даже не работает. Вы гляньте нахуй на колеса. Блять, он касается нахуй земли, нет? Бля. Ну, спасибо, блять, огромное, нахуй, за эту бесполезную хуйню. Я ебал! Я просто ебал.
Спасибо огромное, блядь. Охуенно. И тут у меня машина пропала просто из нихуя. Просто рандомно пропала. И сам даже не понял, хуя он пропал. Да вот, нету граната. Да? Реально? Бля. Молодец. Какой же ты, сука, молодец. Просто хуй сосал на ровном месте. Ладно, видимо, машина вернулась в изначальное место. Машину. Понеслась, ебать. Где машина? Вон она. Гаража нет. Единственное, вон она.
Сэм, подожди. Тебе не разрешено Ментакатахору. Прости, но придется найти другое. Nice to see you. Sorry, I speak only English or Russian. Nice to meet you. Japanese? No, I can't speak Japanese. Sorry, I just can't can say you. Аригато. Гозаимасу. Доброе утро, в смысле? Уже утро, что ли? А, не. Нормально. My time... I live in Yakutsk. My time it's like in Tokyo. If you want to know. Ну ты хуесос. Могё на корейском мне. I don't know Korean. Sorry, man. I just can say you fuck yourself, man. Sorry. It's very rude, but it's honest. It's honest thing.
Я тебя ненавижу, да. Ночь, свобода, свобода, блять! Нет, 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 бля. Ну что за хуйня? Ну хули делать? Ну, блядь, жизнь такая, она. Строительство завершено.
Добро пожаловать в порт Арблидес. Городские звуки из окна слышны. Мы желаем комментарии за вишни. Думаю, сегодня мы станем чуть-чуть ближе. А тебе все так же мило пахнет вишней. Постоянно песню напеваю. Время постепенно тянет к маю. С каждым днем становится теплее. С каждым днем с тобою веселее. И не страшно, что попали под дождь. Сядем у камина, чтобы снять дрожь. Звуки суеты из окна слышны. А от тебя все так же пахнет вишней. Городские звуки из окна слышны. Мы желаем комментарии за вишней. Думаю, сегодня мы станем чуть-чуть ближе. А тебе все так же мило пахнет вишней. Так же пахнет вишней. Так же пахнет вишней. Так же пахнет вишней. Все так же пахнет вишней. Аккуратнее, ладно? Пошел нахуй! Аккуратнее, блядь. Сука, я дальнобойщик, блядь. Пошел нахуй! Хуй сосать. Бам-бам-бам-бам. Включил в сеть 3 выживальщиков и доставил все, о чем они просили. Ты хорошо поработал. Раз уж мы болтаем, может, объяснишь мне, что у вас там за вражда с Хиксом? До тебя дошли слухи, да? Я тебе все расскажу. При встрече. Я буду в распределителе к югу от Озерного узла. Ты ведь туда и направляешься? Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Многие клиенты, и хотя за... не...
Прототип робота готов к транспортировке. Тебе нужно принести его в распределитель к югу от Озерного. Если роботы-курьеры окажутся надежными... А? Сытная пицца, нихуя себе. Заказ назначен. Параметры доставки обновлены. Установлен лимит времени. Почему я не могу эту тачку вогнать? Ладно, отдыхаем. Да блять, у меня заказ с ограниченным сроком. Ёбаный, бубаный, нахуй. И кому я его несу? Пиццу-то ебаную. Почему я такой долбоеб, что согласился на эту хуйню? Пиздец. Сканирую. Рекомендован фристак держать. И фристак держать. И фристак держать. Счастливого пути. И фристак держать. Там реально мост построен. Клеточный стимулятор. Эй, дружище, ты в каком-то электроугаре.
Стиральная херня. Here we go. Сканирую удостоверение, Бриджес. Удостоверение Fragile Express проверено. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Pizza time. Блять! Груз доставлен. Показываю оценку работы. Благодарю вас за поддержку. Это типа искусственный интеллект. Я думаю, больше не увидим. Бля. В баке ничего не осталось. Да ну нахуй. Строительство завершено. Аккумулятор сел. Да бля, почему у меня нету такой хуйни, как, я не знаю.
Without the touch, another time. Да блять, в смысле списать? Сука! А чё алё-то? Well, thank you. Okay, so here's a song from our rock and soul album, okay? Yeah. Да в смысле, блядь?
I wanna give